Похуй делай. Что такое время? Скорее всего, он вам ответит. Время — это то, что течет от прошлого к будущему. Оно одинаково для всех, имеет настоящее, то есть момент сейчас, и течет само по себе, независимо от происходящего в мире. Все эти предположения звучат логично. Происходящего в мире. Все эти и кажутся очевидными, правда? Но вот в чем дело. Все эти 4 представления в корне неверные. Физики прошлого столкнулись с ними, попробовали проверить и пришли к весьма странным выводам. Куда более странным, чем вы думаете. Мы привыкли считать, что время течет от прошлого к будущему, как река, которая может двигаться быстрее или медленнее, но всегда в одном направлении. Прошлое кажется нам неизменным. Причина предшествует следствию. Бокал разбивается на осколки, но осколки никогда не соберутся обратно в бокал. Мы помним прошлое и строим планы на будущее. В общем, время — это стрела, у которой два конца совершенно разные. Метафора времени как реки ведет нас к целому ряду вопросов. Что именно течет? Что отличает прошлое от будущего? Почему прошлое так не похоже на будущее? Физика столкнулась с этими вопросами и пришла к странному выводу. Разница между прошлым и будущим, между причиной и следствием, между воспоминанием и надеждой в основополагающих законах мира просто отсутствует. Все фундаментальные законы природы, открытые в 19-20 веках, от механики Ньютона до квантовой теории, не различают прошлое и будущее. Если какая-то последовательность событий возможна, то возможна и та же последовательность, проигранная в обратном порядке. Есть только одно исключение – тепло. Все началось в 1824 году с французского военного инженера Сади Карно. Он страстно увлекался паровыми машинами, новым чудом техники, которая меняла мир. Его задевало, что английские паровые двигатели намного лучше французских. Карно поставил цель – понять, насколько эффективным может быть идеальный двигатель. Он написал трактат «Размышления о движущей силе огня». Трактат полон ошибок. В нем тепло представлено как жидкость, производящая энергию при падении от горячего тела к холодному. Но ключевая идея трактата была верна. Сади понял простую вещь. Паровая машина работает потому, что тепло переходит от горячего тела к холодному. Трактат попал в руки строгого профессора Рудольфа Клаузиуса. Он ухватил суть и дал первую формулировку этого закона. Если ничто вокруг не изменяется, тепло не может передаваться от холодного тела к горячему. Всем знаком этот принцип. Опускаешь горячий шарик в холодную воду, температура выравнивается. Горячий остывает, а холодное нагревается. Обратного никогда не происходит. Закон Клаузиуса – единственный общий закон физики, который отличает прошлое от будущего. Никакой другой закон этого не делает. Ни законы Ньютона, ни уравнения Максвелла, ни уравнения Эйнштейна, ни уравнения квантовой механики. Среди всех этих уравнений нет ни одного, где прошлое и будущее различались бы. Вот что пишет об этом физик-теоретик и специалист по квантовой гравитации Карло Равелли в своей книге «Срок времени». Если какая-то последовательность событий допускается этими уравнениями, то ими же допускается и та же самая последовательность, но проигранная в обратном порядке во времени. В элементарных уравнениях этого мира стрела времени появляется только тогда, когда есть тепло. Связь тепла и времени исключительно крепкая. Каждый раз, когда проявляется различие прошлого и будущего, происходит это благодаря теплу. Во всех последовательностях явлений, оказывающихся абсурдными при проигрывании наоборот, что-то нагревается. Если мы смотрим на видео с катящимися шарами, то мы не можем точно сказать, в каком направлении воспроизводится это видео, вперед или назад, непонятно. Но если шары замедляются и останавливаются, то мы понимаем, что видео воспроизводится правильно, потому что при обратном проигрывании шары начали бы двигаться сами по себе, что неправдоподобно. Замедление мяча – это следствие трения, выделяющего тепло. Только выделившееся тепло позволяет сказать, где прошлое, а где настоящее. Прямо сейчас мысли в вашей голове разворачиваются от прошлого к будущему, именно потому, что от них выделяется тепло. Клаузиус назвал меру процесса необратимого движения тепла энтропией, от греческого слова «превращение». Энтропия – это измеримая и вычислимая величина, обозначается буквой S. Она может расти или оставаться постоянной, но никогда не уменьшается в изолированном процессе. Это записывают так. Дельта S всегда больше либо равна нулю. Это неравенство называют вторым началом термодинамики. Перед вами формула стрелы времени. В этой формуле скрыт весь мир. Многие считают второе начало самым надежным среди всех открытых человечеством физических законов. Если бы вас попросили спрогнозировать, какой из принятых в настоящее время физических принципов останется в силе через 1000 лет,
ту вы с уверенностью могли бы поставить на второе начало термодинамики. Ведущий астрофизик начала 20 века Артур Эддингтон высказался довольно категорично. Если кто-то скажет, что ваша любимая теория Вселенной не согласуется с уравнениями Максвелла, тем хуже для уравнений Максвелла. Если обнаружится, что ее опровергают наблюдаемые явления, ну что тут скажешь, эти экспериментаторы нередко запарывают свою работу. Но если ваша теория противоречит второму началу термодинамики, что ж, навряд ли у нее есть хоть какие-то шансы, и остается лишь исчезнуть, потерпев унизительное поражение. Формулу второго начала термодинамики обнаружил романтик с трагической судьбой Людвиг Больцман. Он был невысоким, полным человеком с вечно всклокоченной бородой. Дочь называла его «милый, добрый толстяк». Он метался между воодушевлением и депрессией, работал в разных городах, говорил, что его непоседливость от того, что родился во время карнавала. Больцман понял, что тепло – это не жидкость, а движение молекул. Например, в горячем чае молекулы возбуждены сильно, в холодном чае – слабо, а в кубике льда они почти не двигаются. В конце 19 века многие думали, что молекул и атомов не существует, но Людвиг был уверен в их реальности и не уставал бороться за это убеждение. Глаза Коперника распознавали вращение Земли, когда он видел закат. Глаза Больцмана различали движущиеся атомы, когда он смотрел на чай. В чашке не прекращается буйство мириадов молекул, и гораздо больше, чем всех А у меня ДБД скачан. Но я бы не хотел бы его запускать. многоклеточных на Земле. Из-за этой суеты все смешивается. Если какие-то молекулы останавливаются, суета прочих вовлекает их в новое движение. Буйство передается ударами и толчками. Из-за этого холодный чай в контакте с горячим нагреется, потому что его молекулы подвергнутся интенсивным толчкам со стороны молекул горячего тела. Когда горячее тело касается холодного, быстрые молекулы толкают медленное. Происходит перемешивание, как при тасовании карт. Если карты были разложены по порядку, то перетасовывание нарушит порядок. Так тепло передается от горячего к холодному, через перемешивание, через естественное нарушение порядка. Это и понял Больцман. Различие между прошлым и будущим не в фундаментальных законах природы. Оно возникает из-за естественного нарушения порядка. Но тогда возникает новый вопрос. Почему в прошлом все было более упорядоченным? Почему вселенская колода карт когда-то была сложена по порядку? Если процессы начинались при низкой энтропии, то понятно, почему она росла. При перемешивании порядок нарушается. Если первые 26 карт в колоде красные, а следующие 26 черные, то мы можем назвать это особой конфигурацией с низкой энтропией, и этот порядок утратится при перемешивании. Но эта конфигурация отличается от прочих только потому, что мы следим за цветом карт. Другая конфигурация будет особенной по какой-то другой причине. Любая конфигурация чем-то особенна. Любой ребенок уникален в глазах матери. Больцман понял, что энтропия – это и есть то количество особенных конфигураций, которые мы посчитаем неразличимыми, глядя на мир размыто. Тепло, энтропия, низкая энтропия в прошлом – все эти понятия появляются лишь тогда, когда мы описываем природу приблизительно или статистически. Но тогда разница между прошлым и будущим зависит лишь от нашего расфокусированного взора. Возникает вопрос. Если бы можно было взять в расчет все имеющиеся детали, точное микроскопическое состояние мира, то, получается, исчезло бы все, что приводило к появлению потока времени? Да. Если я наблюдаю за микроскопическим состоянием дел, разница между прошлым и будущим исчезает. Будущее мира определяется его настоящим в ничуть не меньшей и не большей степени, чем его прошлое. Мы часто говорим, что причины... Что-то мне резко стало интересно, Шавух. А как ты вообще мой стрим нашел? Ты же меня, не знаю, трансляции или месяц меня не смотрел. Я забыл, кстати, с тебя випу снять. Чем ты занимался? Это... Это не набег, это не утверждение, но мне интересно. Подожди, давай мы тебе проведем кое-что. Ты же ушел к Хурме. Как так-то? Спал, ну понятно, короче. Ладно. Ну, спи тогда. предшествуют следствиям, но в элементарной грамматике вещей нет разницы между причинами и следствиями. Я не знаю, зачем я Если випку тебе регулярность давал, я уже не зависящая от помню. того, что мы называем законами физики, которые Я определяют таким связь випки не событий, удаю на относящихся самом к деле. различным моментам времени, но эта регулярность симметрична по отношению к замене прошлого и будущего. В микроскопическом описании нет способа отличить прошлое от будущего. Такой обескураживающий вывод следует из работ Больцмана. Различие прошлого и будущего – это следствие нашего расфокусированного взгляда на мир.
Вывод ужасающий. Может ли быть, чтобы мое такое живое, экзистенциальное, все определяющее ощущение бытия и течение Випку времени надо объяснялось заслужить. тем, что я не могу рассмотреть мир во всех его мельчайших деталях? Это просто какая-то ошибка из-за моей близорукости? Неужели, если бы я ясно видел танец миллиардов молекул, будущее оказалось бы таким же, как и прошлое? Я был бы в равной мере осведомлен или не осведомлен о прошлом, как и о будущем? Я согласен, что наше интуитивное восприятие мира часто бывает ошибочно, но Я сегодня хуй знает, блядь. Так сделаем. Я хотел просто пойти в Death Stranding. Или пойти этот сервак запустить в Майнкрафте или Вальхейм. Но так как я очень долго еду ждал, пришлось сейчас хавать, потому что, блядь, по-другому никак. Или хуй знает. У меня вообще нет никаких идей, что можно было бы застримить. Поэтому как-то так. Но мне все-таки нравится хавать под еду, поэтому я запустил, чтобы пожрать под еду. А после этого можно будет уже реально подумать, чем можно было бы заняться. Либрериан, Тайдия Паркайн. Что это? Так, не, подожди, что-то я не уверен. Ты у нас 18 плюс игры играешь, так что тут опасно открывать. Что это? Это игра, где надо книги просто расставить. Ну, такое бы София подошло. Ладно, похуй. может ли мир быть настолько фундаментально отличен от наших интуитивных представлений? Все это подрывает основания нашего привычного понимания времени, провоцирует полное недоверие, но доводы неумолимы. Все явления, характеризующие течение времени, сводятся к особому состоянию мира в прошлом, особость которого заключается в расфокусированности нашего зрения. Больцман понял еще кое-что. Энтропия – не что иное, как число микроскопических состояний, которые наш расфокусированный взгляд не в состоянии различить. Формула с этим утверждением выбита на мраморной плите на могиле Больцмана, прямо над бюстом, изображающим его суровым и мрачным, таким, каким он никогда не был. Больцман стал профессором в 25 лет, был принят при императорском дворе, но академический мир не понимал его идей и жестко критиковал. Балансируя между воодушевлением и депрессией, милый добрый толстяк Людвиг Больцман покончил с собой. Повесился, пока жена и дочь купались в море. Так время утратило первую из своих основ – внутреннее различие между прошлым и будущим. Больцман показал, что в природе вещей нет ничего, что создавало бы поток времени. Есть только смутное отражение какой-то особенности нашей Вселенной в далеком прошлом. Что ж, пора разобраться в 3 других представлениях о времени. Простой факт. Время движется быстрее в горах и медленнее в долине. Разница невелика, но ее можно измерить точными часами, которые можете купить в магазине. Даже разница в несколько сантиметров заметна. Часы на полу идут чуть медленнее часов на столе. Замедляются не только часы, замедляется все. Старение, биение сердца, колебания атомов, само течение времени. Контринтуитивно? Да, но так устроен мир. Этот эффект предсказал Эйнштейн за 100 лет до того, как появились часы, способные измерить разницу. Он долго думал, провел расчеты и понял это. В этом суть науки. Анаксимандр понял, что Земля висит в пространстве задолго до кругосветных путешествий. Коперник понял, что Земля вращается до полета в космос. Эйнштейн понял, что время везде течет по-разному, до точных часов. Каждое такое открытие показывает нам, то, что кажется очевидным, часто оказывается предрассудком. Эйнштейн однажды задался простым вопросом. Как Солнце притягивает Землю, если они не касаются друг друга? Он предположил, что массивные тела что-то меняют вокруг себя, а поскольку вокруг них только пространство и время, значит они изменяют само время. Земля замедляет время рядом с собой. В долине больше, на горе меньше, потому что гора дальше от центра Земли. Предметы падают вниз именно потому, что внизу время течет медленнее. Они стремятся туда, где время замедляется сильнее всего. Наши ноги стоят на земле по той же причине. Наше тело тянется в область наибольшего замедления времени. Время для ног течет чуть медленнее, чем для головы. Но тогда возникает проблема. Если в разных местах время течет по-разному, то какое из них правильное? Часы на столе идут быстрее часов на полу. Какие же из часов показывают истинное время?
Оказывается, ответа на этот вопрос нет, потому что сам этот вопрос бессмысленен. Это как спросить, что правильнее, курс доллара к фунту или фунта к доллару. Нет единой истины, есть только отношения между ними. Но со временем еще хуже. У нас не просто два разных времени, у нас их бесконечное множество. Свое время для каждой точки пространства. Единого времени не существует. Эйнштейн научил нас получать уравнения, описывающие, как собственное время одного явления развивается по отношению к собственному времени другого. Он показал нам, как вычислить разницу между ними. Единая мера, время, разворачивается в целую паутину разных времен. Мы не описываем, как мир развивается во времени. Мы описываем только, как разные предметы развиваются в своем локальном времени, и как одно локальное время развивается по отношению к другому. Мир совсем не похож на взвод солдат, дружно шагающих по команде сержанта. Он как сеть, сотканная из событий, влияющих друг на друга. Так время потеряло свой второй атрибут – единственность. А что насчет направления? Эйнштейн совершил еще одно открытие. За 10 лет до того, как он понял влияние массы на время, он обнаружил нечто еще более странное. Помимо массы, замедляет время еще и скорость. Представьте молодую пару. Девушка стоит на месте, а парень двигается туда-сюда. У того, кто двигается, время течет медленнее. Он стареет с меньшей скоростью. Его часы показывают меньше времени. Для всего движущегося время течет медленнее. Чтобы этот эффект стал заметным, нужно двигаться очень быстро. Впервые его измерили в 1970-х с помощью часов на реактивном самолете. Физики поместили атомные часы на борт самолета и отправили его в кругосветный полет. Идентичные часы оставили на Земле. Когда самолет вернулся, часы на нем отстали на крошечную долю секунды, всего несколько миллиардных, но предсказание Эйнштейна подтвердилось с поразительной точностью. Особенно драматично время замедляется при движении с околосветовыми скоростями. В Большом адронном коллайдере протоны разгоняются почти до скорости света. При такой скорости время для них замедляется в 7000 раз. Или другой пример – мюоны. Это нестабильные частицы, которые в состоянии покоя распадаются на 2 микросекунды. Когда их разгоняют в ускорителе почти до скорости света, их внутренние часы замедляются настолько, что они живут не 2 микросекунды, а около 60 микросекунд, в 30 раз дольше. Для самого мюона проходят те же 2 микросекунды, но для внешнего наблюдателя мюон как будто попал в замедленную съемку. Космонавты на Международной космической станции испытывают на себе два противоположных эффекта. С одной стороны, они находятся выше над поверхностью Земли примерно на 400 километров. Там гравитация слабее, что заставляет их часы идти немного быстрее. С другой стороны, они движутся со скоростью около 7,5 км в секунду относительно земной поверхности, и это уже замедляет их время. Второй эффект оказывается сильнее. За полгода на МКС космонавт стареет примерно на 5 миллисекунд меньше, чем его близнец на Земле. За всю карьеру космонавт может накопить разницу в несколько сотых секунды. Это крошечная величина, но она реальна и подтверждена атомными часами. Космонавты буквально совершают микропутешествия в будущее. Этот эффект учитывают и в системах спутниковой навигации. Без поправки на замедление времени навигатор в вашем телефоне ошибался бы на несколько километров каждый день. Замедление времени – это не иллюзия и не технический сбой приборов. Время действительно течет по-разному для движущихся объектов. Это фундаментальное свойство нашей Вселенной. Эйнштейну было всего 25 лет, когда он это понял. Он изучал... Блядь, такой, сука, кликбейтный ролик, что времени нет, а он, блядь, сидит, объясняет, что время все-таки есть, блядь. Уравнение электромагнетизма Максвелла и заметил странность. Если ты движешься с определенной скоростью, уравнения перестают работать. Электричество и магнетизм отлично описываются уравнениями Максвелла. В эти уравнения входит переменное времени t. Но есть одна любопытная особенность. Если ты движешься с определенной скоростью, для тебя уравнения Максвелла перестают быть справедливыми, если только ты не назовешь временем какую-то другую переменную, например, t'. Об этой странности уравнений Максвелла математики знали, но никто не понимал, что она может значить. Эйнштейн это понял. T – время, которое проходит для меня, стоящего неподвижно, а t' – твое время, ритм, в котором разворачиваются события, движущиеся вместе с тобой. T – это время, которое измеряют мои неподвижные часы. T' – время, которое измеряют твои часы, находящиеся в движении. Никто не мог помыслить, что время может оказаться разным для неподвижных часов и для часов, находящихся в движении. Эйнштейн прочитал это между строк в уравнениями Максвелла. Он принял их всерьез. Для движущегося предмета проходит меньше времени, чем для неподвижного. Часы отсчитывают меньше секунд. Растение меньше увеличивается в размерах. Малыш видит меньше снов. Для движущегося предмета время сокращается. Не только нет общего времени для разных мест, но нет единого времени даже в одном и том же месте. Определенную продолжительность можно связать только с определенным движением чего-либо, с определенной траекторией. Собственное время зависит не только от места, не только от того, велика ли расположенная поблизости масса, но и от скорости, с которой мы движемся. Еще раз,
Нет единого времени даже в одном месте. Каждая траектория, каждое движение имеет свое собственное время. Оно зависит от места, от массы поблизости и от скорости движения. Факт, прямо скажем, странный. Но следствие из него еще страннее. Что происходит прямо сейчас где-то далеко? Представим, что у вас есть брат. 10 лет назад он отправился пожить на Проксиму Би и прилетел на планету возле ближайшей к Солнцу звезды. Расстояние 4 световых года. Вопрос: что он сейчас делает? Правильный ответ: вопрос не имеет смысла. Представим, что ваш брат перед вами. Когда вы смотрите на него, свет, отражен от его тела, должен дойти до ваших глаз. Это занимает время, несколько наносекунд. Вы видите не то, что он делает сейчас, а то, что делал наносекунды назад. Если же брат на Проксиме Би, то свету понадобится 4 года, чтобы добраться оттуда. В телескоп вы видите то, что он делал 4 года назад. Очевидно, что сейчас на Проксиме Би это совсем не то, что вы видите в телескоп. Хорошо, тогда может быть он делает сейчас то, что делал ровно 4 года назад? Нет, так тоже не получится. 4 лет с того момента, когда вы увидели его в телескоп, в том месте, где он находился, вполне могло хватить для того, чтобы он успел вернуться на Землю 10 лет спустя по земному времени. Вот уж точно, это совсем не то сейчас. Ок. А если 10 лет назад ваш брат взял с Земли календарь, чтобы вести счет времени, можете ли вы полагать, что сейчас для него наступит именно тогда, когда он отсчитает ровно 10 лет? Нет. И так не получится. 10 его лет после того, как он покинул Землю, ему вполне могло хватить, чтобы снова вернуться сюда 20 лет спустя. Так когда же наступает сейчас на Проксиме Би? По правде говоря, нам приходится сдаться. Нет такого специального момента на Проксиме Би, который бы соответствовал нашему настоящему здесь и сейчас. Остановитесь на мгновение. Позвольте этой мысли отложиться в вашем сознании. По мне, так она самая потрясающая во всей современной физике. Спрашивать, какой момент на Проксиме Би соответствует моему сейчас, не имеет смысла. Это как спрашивать, какая футбольная команда выиграет чемпионат по баскетболу, или сколько весит музыкальная нота. Все это бессмысленные вопросы, потому что футбольные команды играют в футбол, а не в баскетбол, а музыкальные звуки не имеют веса. Настоящее — это про то, что близко, а не про то, что далеко. Наше настоящее не простирается на всю Вселенную, оно подобно окружающему нас пузырю. Размер этого пузыря зависит от точности измерения времени. Если мы различаем наносекунды, то настоящее ограничено несколькими метрами. Если миллисекунды — километрами. Люди различают десятые доли секунды, поэтому можно считать всю Землю одним пузырем нашего общего настоящего. Но не дальше. За пределами лежит прошлое, события, произошедшие раньше тех, что мы видим сейчас, и будущее, события после тех, что мы еще можем увидеть. Между ними лежит интервал. Мы не можем отнести его ни к прошлому, ни к будущему. Это протяженное настоящее. Идея единого сейчас для всей Вселенной — иллюзия, незаконная экстраполяция нашего опыта, как радуга, которая будто касается верхушек деревьев. Мы видим это место, но стоит подойти ближе, и его нет. Вот возьмем семейные отношения. У вас есть родители, дедушки, бабушки – это ваши предки. У вас могут быть дети, внуки – это ваши потомки. Но есть множество людей, которые вам не приходятся ни предками, ни потомками. Ваши двоюродные братья, соседи, коллеги. Нельзя сказать, что все эти люди принадлежат к одному поколению с вами. Понятие поколения работает только частично, для некоторых людей, но не для всех. Семейные связи создают частичный порядок. Ваши предки идут до вас, потомки после, а множество других людей просто существует рядом, вне этой линии. Временная структура Вселенной работает по тому же принципу. У каждого события есть свой конус прошлого и свой конус. Что-то он, блядь, не знаю. А это о чем? А, нет, у него есть Предположим, вы долгое время мечтали ролик. прыгнуть в черную дыру. Это У нас же звучный чувак вопрос. озвучивал. Что там? Что внутри? Вы уже давно перечитали книги Стивена. Здесь гравитация настолько сильна, что плазма начинает стремительно закручиваться в спираль, устремляясь к черной дыре. Теперь события будут развиваться намного быстрее. Всего за 2 минуты вы приближаетесь к горизонту событий в 2 раза ближе, чем раньше. С этого момента любой свет, исходящий извне, обречен упасть в дыру. Эта область называется фотонной сферой. Здесь свет вращается по орбите вокруг черной дыры. Всего 24 секунды, и вы пересекаете горизонт событий. Теперь пути назад нет. Вы продолжаете видеть свет далеких звезд, падающий вместе с вами, и даже можете наблюдать космический корабль, оставшийся на орбите. Часы на корабле, хотя и выглядят замедлившимися, продолжают идти. Ваше тело, включая ноги, также остается полностью видимым. Вопреки ожиданиям, изображение самой черной дыры не охватывает вас полностью. Даже находясь внутри нее, черная дыра занимает всего 15% поля зрения. Остальное пространство заполнено звездами. Это происходит из-за аберрации света.
Теперь, когда вы движетесь невероятно быстро, свет, идущий с боков и даже сзади, кажется вам идущим спереди. Ваше поле зрения сужается впереди и расширяется сзади. В частности, корабль позади вас кажется больше, хотя вы удаляетесь от него. Следующие 30 секунд падения пролетают мгновенно. Вы жалеете, что не прыгнули в более крупную дыру, где жили бы еще несколько часов. Внезапно вы чувствуете невероятно мощную силу, которая начинает сжимать ваше тело. Это явление называется спагеттификацией. Вас в прямом смысле превратит в спагетти. Спагеттификация достигнет такой степени, что даже атомы вашего тела будут разорваны и в конце концов распадутся. Ваша голова находится чуть дальше от центра дыры, чем ноги, и разница в силе притяжения настолько велика, что тело стремительно разрывается на части. В последнее мгновение вам кажется, будто вы падаете на плоскую, абсолютно черную поверхность. Кольцо света вокруг усиливает это ощущение. Через долю секунды сжатые остатки вашего тела достигают центра черной дыры. Материал вашего тела растягивается и сжимается, а затем само пространство и время растягиваются, деформируются до неузнаваемости и разрушаются. Ваше путешествие заканчивается здесь. Современная физика пока не может описать, что именно происходит в центре черной дыры. Наши текущие теории говорят о сингулярностях, точках, где кривизна пространства-времени становится бесконечной. Наибольшая загадка — это сингулярности, потому что мы не знаем, что с ними делать. Понимаете, черные дыры скрывают от нас сингулярности. Когда материя коллапсирует к центру, ее плотность растет все больше и больше, превосходя все мыслимое. И у нас нет ни малейшего представления, как описать физику, происходящую в центре, потому что плотность, температура и бог знает что еще там выходят за все рамки. Эти слова Роджер Пенроуз произнес после получения им Нобелевской премии. Он откровенно признает, что у науки нет теории для описания условий внутри сингулярности. Но черные дыры не такие уж и черные. Блять, вот он Они не те где-то вечные озвучивал тюрьмы, какими текст, считались видимо, ранее. из какой-то статьи, Вещи которую могут он выбраться стырил, из черной дыры, что как если наружу, приближаться к так и, черной дыре, то возможно, время в другую замедляется. Если оно вселенную. Все больше замедляется, то оно физиков возвращается в считают черные обратную дыры сторону. отнюдь не Потом он тюрьмами делает вселенной, ролик, о а котором наоборот, ее говорит, самым что времени зорким нет, телескопом блять. и даже мощнейшим квантовым компьютером. Их называют ключом к пониманию устройства мира. Говорят, реальность порой причудливее вымысла. А ну, Но может, где он это здесь это и неверно так, говорил. как в случае черных дыр? Черные дыры — близость от них. Помните планету Миллер из фильма «Интерстеллар»? Напомню, близость. Мы Блять. неизбежно направляемся к центру черной дыры, где кривизна становится настолько сильной, что наши физические модели перестают работать. Если компактно представить эту диаграмму, получится диаграмма Пенроуза, в которой внешняя и внутренняя области черной дыры разделены. Перейдя горизонт, мы навсегда оставляем внешнюю часть Вселенной в прошлом и можем двигаться только к сингулярности. Хорошо, со световыми конусами внутри черной дыры разобрались. А что происходит на периферии черных дыр? Каково это находиться в некоторой близости от них? Помните планету Миллер из фильма «Интерстеллар»? Напомню, он снят по книге нобелевского лауреата Кипа Торна. Миллер — это ближайшая планета к черной дыре Гаргантюа. За 5 секунд, проведенных на ее поверхности, на Земле произошло невероятно много событий. Очень много. Согласно теории относительности, в сильном гравитационном поле время замедляется. Рядом с массивным объектом время течет медленнее. Но гравитация не единственное, что искривляет время. По специальной теории относительности время замедляется для движущегося объекта. Вот простой пример. Вы поднимаетесь по лестнице. Ваше тело медленно удаляется от Земли, значит время должно идти быстрее. Но вы движетесь, следовательно время идет медленнее. Выходит, эти два эффекта скомпенсируют друг друга. Теперь возьмем двух человек. Человек А парит рядом с массивным объектом. Человек Б плавает в пустоте космоса. А светит зеленым лазером в сторону Б. Лазерный луч — это волна света с 600 триллионами колебаний в секунду. Но свет — это еще и форма энергии. Между вдохами проходят дни. Теперь вернемся к сцене из «Интерстеллара». По теории относительности, поверхность Миллер начинается ритмичная музыка с тиканием из уравнения Эйнштейна. Но есть и второй способ путешествия во времени — скорость. Космоса нет предела тому, как далеко можно улететь. К примеру, до галактики Андромеда 2,5 миллиона световых лет. На корабле, летящем со скоростью близкой к световой, путешествие туда и обратно займет у вас 18 лет. Но на Земле тем временем пройдет 5 миллионов лет. Так в чем же связь между ускорением и гравитацией? Давайте посмотрим в небо. Где-то там парят астронавты на Международной космической станции. Отвертка, выпущенная из рук, висит рядом. Капли воды плавают, как дрожащие пузыри. Почему? Они не вышли из гравитационного поля Земли. Станция всего в 400 километрах над поверхностью, в 10 раз выше пассажирских самолетов. Бля, короче,
пиздобол, блядь. В одном ролике говорит, времени нет, в другом ролике доказывает, что время есть, блядь. Хуесос ебаный. Не с вами. Понятие поколения работает только частично, для некоторых людей, но не для всех. Семейные связи создают Ой, частичный хуй, блядь. порядок. Ваши предки идут до Скуф вас, ёбаный. потомки после, а множество других людей просто существует рядом, вне этой линии. Временная структура Вселенной работает по тому же принципу. У каждого события есть свой конус прошлого и свой конус будущего. Между ними лежит область, которая не является ни прошлым, ни будущим. Специальная теория относительности открыла нам, что время подобно семейным отношениям. Оно создает порядок между событиями, но только частичный, не полный. Мы больше не можем представить Вселенную как слоеный пирог, где каждый слой — это одновременные события во всем космосе. Такого глобального сейчас не существует. Так время потеряло еще одну свою основу. Общего настоящего не существует. Возможно, это самое странное из открытий Эйнштейна. 1994 год. Реклама. Маленький Иди нахуй. конус. Он расширяется от прошлого к будущему, а внутри него проходит наша траектория сквозь время. Стенки конуса наклонены под 45 градусов. Почему именно так? Потому что за любой промежуток времени свет проходит строго определенное расстояние. За год — световой год, за секунду — 300 тысяч километров. Световые конусы определяют причинно-следственные связи во Вселенной. Допустим, где-то далеко взрывается сверхновая. Это событие не может на нас повлиять, пока его световой конус не достигнет Земли. До этого момента никакая информация о взрыве к нам не поступит, так как ничто не движется быстрее света. Причинность ограничена скоростью света. Одно событие может вызвать другое только если они связаны с световым конусом. Световые конусы помогают понять разницу между временем и пространством. В пространстве мы можем двигаться в любом направлении, разворачиваться и делать петли, но во времени все объекты вынуждены двигаться в одну сторону, от прошлого к будущему. Повернуть назад нельзя. Свет распространяется вдоль наклонных линий, образуя конусы. Эйнштейн понял это в 25 лет. Через 10 лет он открыл, что скорость течения времени меняется от точки к точке. Но он на этом не остановился. Если скорость влияет на время и масса влияет на время, то между ними должна быть связь. Эйнштейн нашел ее. Оказалось, что масса не просто замедляет время, она искривляет само пространство-время. И чтобы глубже понять это, нам нужно отправиться в прошлое. Аристотель первым задумался о проблеме времени. Он пришел к выводу: опять филлер. время — это мера изменения. Вещи непрерывно меняются. Время — это способ измерить эти изменения. Время отвечает на вопрос «когда?». «Я вернусь через 2 дня» означает, что Солнце совершит 2 полных оборота по небу. Но если ничто не меняется и не движется, то идет ли время? Аристотель думал, что нет. Если ничто не изменяется, то и времени нет. Время — это способ найти свое место по отношению к изменяющимся вещам. Нет изменения — нет времени. Время — это след движения. Исаак Ньютон утверждал прямо противоположное. В своих началах он поделил время на 2 типа. Одно — относительное, обыденное для нас, которое мы измеряем днями и движениями. Другое — абсолютное, истинное, математическое. Оно течет само по себе, независимо от вещей. Это время недоступно чувствам. Мы знаем о нем только через вычисления. Часы — это устройства, которые пытаются следовать за этим равномерным временем. 2 величайших ума предлагали противоположные способы думать о времени. Аристотель говорил: время — это всего лишь мера изменений. А Ньютон утверждал, что есть абсолютное время, которое течет независимо от вещей. Кто же из них прав? Несколько веков разум был на стороне Ньютона. Ньютоновская физика работала превосходно. В ее уравнениях есть буква «Т» — время. Она указывает на абсолютное, истинное математическое время. Идея независимого от вещей времени кажется нам естественной. Но это только потому, что мы знакомы с ней со школы. Это не интуиция человечества. Это изобретение Ньютона. До Ньютона никто не думал о времени, независимом от вещей. Эйнштейн смог объединить идеи Аристотеля и Ньютона. Его ответ на вопрос «кто прав?» таков: да, время и пространство действительно существуют. Они реальны, но они не абсолютны и не неизменны, как думал Ньютон. Они сделаны из того же материала, что и все остальное в мире. Эти субстанции, образующие ткань физической реальности мира, физики называют полями. Из полей Дирака состоят дома и звезды. Из поля, которое Блять, что в 10 конце? сантиметрах позади глаз. Нахуй время, для это нас, мы, существенность блять. памяти и предвидения — это форма взаимодействия с миром, источник нашей идентичности. Время не иллюзия, оно реально, но оно не фундаментально. Время — это тепловое размытие квантовой реальности, которое видят все, кто смотрит изнутри. Это цена, которую платит любая система за то, чтобы быть частью мира, а не наблюдать его со стороны. В конечном счете, вопрос не в том, что такое время. Вопрос в том, кто мы такие, что задаем этот вопрос. Мы — это узоры отношений в безвременной вселенной. Паттерны, которые существуют только в незнании. Моя идея, что будущее еще не написано. Время — это не тюрьма, это дар незнания.
Есть ли у нас возможность лучше понять, что такое время? Думаю, что да. Наше понимание природы на протяжении веков головокружительно росло, и мы продолжаем учиться. Нам удалось что-то разглядеть и в природе времени. Мы можем видеть мир без времени, видеть внутренним зрением нашего ума более глубокие структуры мира, где времени, которое мы знаем, не существует. И мы начинаем видеть, что время — это и есть мы. Мы и есть это пространство, это освещенная лужайка, на которой скапливаются следы нашей памяти среди сплетений наших нейронов. Мы — это память, мы — это ностальгия, мы — это стремление к будущему, которого мы не увидим. Это пространство и есть время. И хотя оно так часто нас, может быть, пугает, оно в конце концов наше счастье. Пространство — это время. Окей, заебись. Четко делаем. Ебем, блядь, жопой. Так, меня нахуй заебал этот чувак, который статьи читает, блядь, старенькие. Сука, вот он, блядь, все у него ролики, это чисто... Он еще биткоины просит. Чувак просто сидит, блядь, с лысой своей башкой, нахуй, людей пугает и озвучивает ролики. Но зато, блядь, красиво их делает. Надо тоже что-нибудь такое замутить. Красивый ролик ебануть. Так, Олег, ты тут? У тебя есть желание пойти во что-то? Или если нет, то я пойду Death Stranding допройти. Там осталась хуйня. Там надо концовку только глянуть. По идее. Да, можно будет, да? Так ты готов или нет? Да? Ну, тогда погнали. Целый день Дискорд не открывал. Блять, мой же стрим нахуй открылся. Там, кстати, обнова вышла в этом Труле. Он теперь, походу, опять работает. Сюда и затыщу. Кстати, историю показывает треков теперь. Добавить трек. Заиграет он? Да, заиграет. Только теперь я трек не могу убрать. О, убран. Найс. Чу-чу-чу. О, мне Данил писал что-то. Бля, конечно же писал. Ничего не писал. Он мне только с аудиосообщения записывает. Ну что это? Тимур, здоров. Слушай, а это можешь подсказать, пожалуйста, как вот в этом вот приложухе, которая для стримов, Мемис, по-моему, она называется, как добавить туда виджет доната? Я сегодня еду в Донецк, короче, и буду с племянником стримить. Вот там через пару часов буквально. Чтоб я мог В добавить. 11 писал. Подскажи, пожалуйста, молю. Блядь. Все, я вроде бы как настроил. Я зашел, там добавил, короче, виджет и вставил две ссылки. Одну на донат, другую на бесплатную сапку. По идее, как-то, ну, работает. Я тестовое оповещение сделал, оно заработало. Правда, конечно, масштаб я не понял, как менять, но я думаю, это не важно. Ладно. Все само решилось. Значит, я не зря спал. Так. Здорово. Олег. Ну, ты как обычно, давайте туда закину. И что-нибудь. О. Тут Вот тебя это. слышно.
Ура. Так, я не знаю, я Победа оставлю получается. на автоматическом выборе, оставлю, потом, блядь, отвалится по мне на Японию. Что будем делать? Вальхейм или Да похуй, что Майнкрафт? хочешь. Да мы имею тоже с похуй. Могу стрим вырубить. Делаем же, блядь. Еще сейчас в Альхиме надо жестко, блядь, тут, блядь, делать. Жестко фармить надо. Я не хочу фармить сегодня. Да лучше Майнкрафт. Майнкрафт? Давай Майнкрафт. Я сегодня без стрима, поэтому буду больше, чем Так ты же ежик в стримил. тумане. Что ты Этого там добыло, стримил? блядь, там отъебнуло и все ливанул нахуй. Потом зашел в твой чат, у тебя там какой-то чувак тебе кинул на ДБД какой-то купон. Да, 10 лямов. Хуеть, блядь. Это нормально. Жаль не вывести на карту. Ну, в ДБД выводи. Да нахуй надо. Так, надо сервак запустить. Бля, я сегодня что-то с утреца поел, и меня нахуй весь день нахуй метеоризм, блядь. Просто как пулемет нахуй сижу, блядь. Отстреливаюсь. Чё хавал? Гукамоле, блядь, с этими начосами. А еще с этим, ну я же еще этот ел. Киндер. Там тут такая пластинка, внутри такая белая пена, блядь, вкусная штука. Я не знаю, может из-за того, что я это все смешал. Ну и потом гараж двух разных вкусов. Вчера я один гараж выпил, меня резко уебало, я пошел спать. Сегодня я выпил 2 гаража, меня не уебало спать. Не знаю, как это работает. Чего? Билд устарел? Блять, у меня сервак устарел. У меня сервак устарел. Я запустил сервер, он говорит, я устарел. Старый хули, бля, уже вон. Слепишься весь. Ну, походу. Как где, бля, сидишь, пердишь по-любому. Типа. Блять, он мне опять предлагает... Блять, ёб твою мать. Он мне предлагает сервак строить. Сейчас, подожди, я проверю. Может, не понадобится. Один раз. Бля, пожалуйста, только не нахуй, не 3 часа будет его делать. Lasted. У меня и так новый. 26.2. Или он экспериментальный был. Ладно, похуй, не буду обнулять. Он сказал, что он старый. Он, видимо, блядь... Не знаю, он почему-то жалуется, что билд старый, ну, вроде... Если я скачаю заново новый, он мне точно такой же поставит. Что-то они там исправили, а чего даже не написали. Тут даже нету истории изменений. Чейнджлога нет никакого. Ну, похуй, не ебет. Так, ну я запустил. Так. Камеру нахуй брать. Дай, блядь. Ну-ка, что у тебя в этот раз на аватарке? Бля, не показывает. Ща. Ёбаный в рот. Что это за, блядь, рабочая хуйня? Сосалка какая-то рабочая. Ты что поставил? Что-то написано, что ли? Ну, у тебя нахуй этот, блядь, справа налево стоит, там не видно, что написано.
интересно, зайдет ли на сервак с этой хуйней? Бля, меня опять отсоединило. Ёбаный в рот. Все, план Японию ставлю. План Япония. Japan. Все, план Япония. О, Чего у тебя на наконец-то. аватарке, блядь? Рандомная хуйня с Roll 34. Нахуй. Рандомная хуйня с Roll 34. Заебись. Я тебя спрашивал, что у тебя за агрегат такой рабочий? Вместо, ну, типа персонажа, просто рот. Так видно, что я говорю, вот и все. Цель выполнена. Все. Так это, по-моему, немного другая картинка. Там не разговор, там просто, типа, ну, что-то вставлять надо, я думаю. Блять, а у тебя никнейм почему-то черный. С Осуждаем. шейдерами. Да что осуждаем? Что у тебя никнейм черный? С рекой красиво, блядь, это пиздец. Ты дефолтный. Такой же на Карк. Ну, и на Нет, Кахаус. другой скин уже. Тех. Он более нейтрализирован, Да такой же. чем прошлый. Да такой же. Ясно, ясно. Я твой скин не рассматривал, поэтому, по-моему, такой же. Если ты поставил бы голову человечка на скин, вот был бы тогда, да, другой. Типа, знаешь, голову оставить от накарка, все остальное тело, ну, скачать скин, где ты голый просто. Люди некоторые так делают, их потом в Майнкрафте банят. Ну, прям конкретно банят. Нормально. Так, а что у меня, блядь? Я звук хотел поставить какой-нибудь. Тут какое-то аниме, блядь, играет. Блин, надо какие-то треки, которые, сука, не будет YouTube банить. Заебало мне воды грузить, а он мне, сука, постоянно жалуется. М. Ну, блядь, может, no copyright? No copyright music. Бля, везде здесь эти кальпы, блядь. А где выход? Отсюда, ты же был тут. Ты вышел из этого биома? Нет. Из зада я не вышел, я через портал выходил. Блядь, ПВО прилетело, блядь, дроны ебаные. Ебаные, блядь, дроны. Блин, а эти дроны разве ничего не дропают? Они же там какие-то штуки должны были Дропают дропать. фантомов для починки элитр. И он не дропнул. Блять, я ну кипера отключаю, там какой-то трешак играет. Ну-ка, фейк промис. Фейк промис. 7 минут. Блять, нет. Чего у него есть подольше? Блядь. Диджей Шрапнель. Диджей Шрапнель. Во. У него то стопудов нелицензионные треки. Диджей, блядь. Блин, а что мы хоть собирались майни сделать? У нас, по-моему, уже все есть. Пройти. Пройти. Ну, Нам так тогда не- эндермена фармить в аду. Это еще хуже, чем в Альхемии фармить руду. Ну, я еще этих с крепостью. М. Я не понял. Я тогда пойду еды сделаю. Кучу, чтобы потом уже можно было двигаться искать. Нихуя себе.
Я бы соберу. Так, вроде нашел биом с эндерменами. Да, да. Индерменами, И егермистерами. гермистерами. Делаем тогда, ебем жопу, еще пойду. Тебе. Да, маленький. Какой-то. Игре. У тебя еда есть? Да, хлеб с водкой, ой, с водой. С водкой думаешь? У меня стоит на Было бы столе эта неплохо. корейская водка. Я бы тебе дал бы, но ты же, блядь, вроде как уже не пьешь. Финансы не позволяют. Ой, финансы не Это позволяют. как его? Куда идти? А, у меня показывает Так, себя вроде. координаты. А, ну да, кстати. У меня показывает Не, это координаты, важно. но ты где-то в пизде. Пизда ты Ну да, на ножках. далековато. Далеко ушел. А ты шел по тропинке, которую я делал? Да. И там по прямой, и потом налево, потом да. Угу. Так, мне золото надо, на меня пиглины тут топит. Вкатимся в золото. У меня нет золота. Ну, сейчас сник снимешь. Так, Тут ты- бастион есть. то есть? Не, крепость с пиглинами. Крепость с пиглинами. Ага, окей. Я не знаю, как она называется просто. Если мы это скажем, нас, блядь, осуждать придется. Сильно резко. Осуждаю. Олег пошел на штурм на свинорезку. Бля, звучит пиздец, но это в игре же, блядь. По факту. Типа так оно и есть. О, вот у него первая свинья пошла. Блядь. Спидран до бана сейчас сделаем. Погнали. А, блядь, а как мы вернемся назад? Твоего же бана. Ну да. Я зато не буду больше стримить. Плохо. Хорошо же. Я, короче, буду, не знаю, ставить столбики из грязи, чтобы по нему определить, как назад вернуться. Пусть знает. Бля, я забыл уголь взять. Ну, блядь, тут скелеты, я думаю, понятно. Потом вниз. Уже поставлю из грязи. Пенис. Блять. Чуть нахуй в лаву не прыгнул. А что он мне через щит добафует, блядь? Дамажит. Ну, так вот. Oh, hello, Матвей, how are you doing?
Либо он меня за 2 удара снес. Шнит. Это усиленный гадон, так что, ну ладно. Так ты куда пошел? Я не вижу, где эта хуйня. Сейчас подождешь меня, я приду, скажу. Nice shader, thank you. Just default shader. Better что-то там называется. У меня других шейдеров нет. А, ты дошел до дерева зеленого? Ну да, и там сразу, кстати. Тогда я ставлю у него пенис, этот, такой вот. Все вроде. Мейд Гамлинт. Я не знаю, скажу на русском, на английском. У тебя есть разрешение в 2К? Do you have format 2K in stream properties? I'm just testing this feature. Does it work or does it not working on your side? Потому что мне... О, да, бля, я вижу. What? Repeat. Do you have 2K format full HD with... Well, do you have a new format in stream? In stream quality? What's your numbers on stream quality? Can you say? Oh, do you have 2K? Okay, nice. У него есть 2К формат, просто как у меня со стрима идет. Thank you. I don't know how to name it. 14040p 62K. Ой, Олег, я нашел ты шмотки нахуй. Классно. Я Ты- весь это бегу. Ты только Ой, нахуй зашел и сразу сдох. Я зашел там дальше, меня просто окружили. Пришлось тактически отступать от ха-ха. Ты не Да-да. понял, куда Блядь. отступать. Привет, как дела? Не отступил меня просто опять. и- Дела говно. Настроение хуевое. А у тебя как? Блядь, я нашел этого пиглина. Который тебя отъебал. Нихуя он, блядь. Иди нахуй. Да, только ты только не этот. Он мне одним ударом на пол хп вырезал мне. Как дела? Почему? Ну, вот так вот получилось. Долго рассказывать. Вот АЦК просто завербовывает, поэтому ну, такая хуйня. А. Ты уже побежал? Ты не взял угля, там, еще вещей каких-нибудь? Не, я вообще голый. Бля, ну Олег, ну а как мы вернемся-то отсюда? Будем добывать золото и торговать с пиглинами на этот. Да. На обсидиан. Охуенно. Жесткий хардкор делаем. Ну это пиздец будет. Оценишь трейлер, по-моему, в YouTube ничего не нужно лайкать. Что-то еще хочу увидеть реакцию. Это мой Ясно, будущий понятно. проект хоррор. Блин, ну чувак. Давай не сегодня. Я понимаю, тебе хочется как-то видос раскрутить, чтобы он завирусился и все такое, типа, либо сам проект как-то раскрутить. Но на Twitch стримерах эта хуйня не сработает. Им похуй всем, как и мне, в принципе. Попробуй лучше уж, блин, не знаю, на форумах каких-нибудь по Майнкрафту его публиковать. Такая хуйня. Блять, и тут этот хуй. Короче, план меняется, идем в другую сторону. Я там нашел этот. Он нахуй реально сквозь щит Э. бьет, блять. Ну, Сука. да, про это. Ну ладно. Ну вот так, такая хуйня, извини. Так где там этот?
Блять, у тебя... У тебя нахуй на спине хвост, блять. А на где, на жопе должен быть, что ли? Я думаю, у тебя вообще не должно быть. Он должен вниз уходить в ноги. У тебя он нахуй на спине. Че, потом по-твоему, что ли? Он должен по ногам идти, а не наверх. Это куда сохраняются снимки с Майнкрафта? Не знаю. Документы, изображения, Майнкрафт, скриншот. Где-то там. У нас угля нет, да? У нас нихуя нет. Сдос. Нет, есть один уголь. А зачем тебе уголь? Факелы расставить, чтобы понятно было, как потом возвращаться. Пиздец. У нас просто нахуй запасов вообще нет. Я-то что-то, блядь, бегал, я не знаю, часами вот эту ферму строил, у нас вообще ресов тут нихуя нет. Ладно, у нас есть ресы на еду. Запас, для запаса. Больше ничего нет. Ах ты, сука! Блять. Вот хуйня. Бля, я 200-й, походу. Или нет, нет, я смог выпрыгнуть. Фу-фу-фу. Так, вот, у меня есть дорожка из этих факелов. Думаю, я смогу дойти. Потом дорожка из финисов из земли. Там, похуй, не останется. Тут не хватает. Так, вон он, вон оно. Да иди нахуй. Блять, сука. Говно. Не, Олег, я думаю, нам надо будет заново троить. Надо будет опять фармить, опять набирать ресурсов. Мы туда не дойдем. Ты тут вообще куда пропал? Я ищу, где это взять скриншоты, блядь. Да нахера они тебе? Ты хочешь это... Я сфоткал координаты этой. Да похуй Не там... того, там не Басиона, а где Эфита именно. А, это, да, блин, Там пофигу. тоже со спавном. Ты не найдешь здесь Вот скриншоты. модифик туда и бежать. Да забей. Да, блядь, мы, видишь, мы сейчас не добежим, нас ёбнут. Надо еду собрать. Пофиг делаем. Ты не добежишь. Там по пути эти стоят. Свинорылые. Ходячие зомби и не зомби. Они вместе со скелетами спавнятся, и они мешают очень сильно пройти. Там Нет. чисто забрать вещи и все. Ну ты попробуй дойди сначала туда. Ты сейчас побежишь, будешь прыгать, у тебя еда кончится, и ты не сможешь хилиться. У нас тут стоит режим нормальный. Ну, не легкий. Не по дефолту. Мы будем убирать постоянно. Я не знаю, хотя бы щит надо надеть. Тумер хотя бы не там делал. Да. Нет. Да у меня не было ничего. Мой труп валяется прям, блядь, в 2 метрах от твоего.
прям на входе. Ко мне просто побежал чувак с топором, меня зарубил. Я тоже подумал, что можно просто достать щиты, блядь, и задефаться. Нет, нихуя. Так, я возьму вот это. Это, блядь, у меня руды нет. Орик. Сейчас план капкан. Надо сделать щит. И попробовать что там добежать. Так. Ух ты, хоть. Пенис построил. Это специальные пенисы, ты по ним ориентируешься, не надо гнать. Сам ничего не строил, когда туда шел. Я запомнил. Да кого ты там запомнил? Не запомнишь ты. Что-то вещи забирала? Забирала. Я вот 2 раза повернуть закрытыми глазами, ты уже потеряешься где-то. Если там рядом ничего не стоит. Сейчас у тебя хотя бы пенисы эти из земли есть. Земляные пенисы. CV дом. Thank you. Этот дом еще не доделан, Гамлет. Дом на похуй. Мы играем просто, чтобы Олег смог дракона ёбнуть. Олег спидранит. Я тоже, в принципе, спидраню. Я, короче, жду тебя тут, рядом, с бастионом. Ты хоть что-нибудь взял с собой? Твои вещи. Охуенно. Короче, ты вы- Да его, блядь. Ну, я тебе подарок принесу. Так, а теперь, да, вот. Пенис вниз, сюда. Потом вот так. А потом... Туда вроде. Блин, где-то я здесь умер. Ладно, похуй, там не было ничего. Маленький хряк. А вон он стоит, я вижу его. Ну, твой никнейм какой-то, все. Пока никого нет. Этих. Все, давай. Ты Стой на свои вещи. Ну так выкидывай. Так, медных поножек у меня не было. Вроде. Или были. Не было. То есть я оставил 30 хлеба, как хорошему мальчику, все. Так я тебе 30 с чем-то там и оставлял. 39. Так. Так теперь вспомни, где я сдох. Ты сдох чуть дальше на лестнице. Блять, факел. Вот так сделаем. Бля, нет. Нихуя у тебя с никнеймом какая-то цензура японская, блять. А что у меня там? Там у тебя квадратики зеленые, красные, просто. И оно шакалится по-жесткому. Потому что я это, ну-ка, вот так. Это из-за шейдера. У тебя, типа, когда за блоком стоит, у тебя оно шакалит жестко. Что ты пытаешься сделать? И мои вещи.
Вот тут они Вот были. тут я помню, вот цветок стоял и щитом был. Вот щитом был, отбивался. Вот тут они у тебя и валялись. А где они? Ну, хуй знает. Походу задиспавнились. Так где они? Мне кажется, они задиспавнились. Какого хрена они задипали? Ты что, поставил эту херню или что? У меня Да, тут сервак почему? стоит оптимизированный. Там, может быть, он сам Пиздец. это делает. У меня нету, как бы, плагина, который сам вещи убирает. Возможно, они просто задиспавнились, потому что мы оба пропали из этого мира. А он, чтобы не хранить в памяти файлы, что там в нижнем мире остались, он их просто очистил. Видишь, если бы ты сейчас бы еще умер бы, скорее всего, тогда мои бы вещи пропали. Походу. Ни один хуй буду собираюсь дальше бегать железным сетом, я на алмазы не буду тратиться, мы его убьем. О, я хлеб зато нашел. Не, подожди, походу ты вещь где-то тут валяется все-таки, потому что у меня сейчас хлеб нашелся. Блядь. И мне пизда. Это мой прошлый хлеб, который еще... Там 16 же было, да? У тебя? У меня я сейчас 6 подобрал. Не, вот, который нашел. 6 Шесть? нашел. Мне бы 6 скрафтить, я пойду уже в нормальный. Я вообще не знаю, зачем мы... Ну, зачем ты сюда пришел, в этот бастион? Тут ничего нету для Потому того, что он что... был по дороге. Тут ничего нету, чтобы нам, ну, к эндгейму прийти. Он нам не нужен вообще. Нам эндермены нужны. Типа... Ну, можем тут, не знаю, пару часов потратить на него, проходить, там, шмотки полутать, но они нам не нужны для прохождения. Нам сейчас чисто нужно убивать слаймов, убивать эндерменов, делать вот эти глазики, которые к нам приведут к порталу. Ну и залезть в портал, там все делишки сделать, и все. Игра пройдена. Вот, кстати, эндермены в этом лесу ходят. Блядь. А. Так, -1. -2. У нас, по-моему, сейчас, если я еще убью пару штук, у нас получится 3 вот этих глазика сделать, которые портал ищет. И все, можно Нет, сначала будет. ефритов надо убить еще. А зачем? А, чтобы эти штуки вставить? Да, да. Нет, там нужны только Да, глаза. Нет, ты чё? Эти глаза просто телепортируют тебя и все. Так ты же их потом вставляешь в эти Нет. штуковины. Тебе ифрит Так это нужен... что, добываешь жемчуг и все. Ну, Ефрит тебе надо, чтобы не, он сделать. тебе не из этого. нужен. Ты из слаймов Ну, тебе надо выбиваешь всё эту брать. штуку. Не из ифритов. Из ифритов у тебя палочки выпадают. Нет, вот, из палочек делается порошок, из порошка и этого жемчуга делается око Эгендера. Надо еще проверить. И вот их тоже оставляешь в портал. Потому что я эти сейчас штуки выбил из слаймов, которые соединяются с жемчугом.
Посмотри в сундуке, вот, в который у окна у входа стоит, там 3 штуки должны их лежать. Можешь ты их соединить с жемчугом? Сгусток магмы, который ты что, играешь? Нет, это не он. Просто давно в Майнкрафт не играю. Даже не близко. Ладно, похуй, делаем. Спокойной ночи, давай, спокойных тебе. Гамлет. Гамлет. Блин, жареного не выпало. Блин, а сколько мы уровней Так, въебали, ты охуеть. А? Сколько мы уровней въебали. 14. Пиздец. Да пофиг, если я найду эти скрины. Ведь конченая магма. Слизь. Ты можешь, знаешь, как сделать? Ты можешь, по-моему, если тебе дам сид от карты сервера, ты можешь загуглить в интернете, где находятся эти данжи с эфритами. Я обычно так делал, если долго не мог найти их. У меня, по-моему, есть... Я могу сид узнать с сервака и скинуть тебе сид. А можно так узнать сид? Да, можно. Просто пиши в чат сид, он тебе даст циферки, эти циферки вводишь в карту, ну, где-нибудь найдешь в интернете, и он тебе покажет карту мира в аду и здесь. И ты сможешь узнать, что куда идти нам. Ну, координаты найду. узнать. Так, может быть, там просто ближе будет, куда нам идти. Все, я нашел. Нашел. Все, очень близко. Прям проход такой, кстати, классный есть. Да, я тоже Вот до сюда всё. иду. У меня, правда, меча нету. У меня есть топорик. Да, это работает. Они не могут пройти так через это. Блин, долго она работает. А, все уже. Все не выпал уголь? Блять. Типа факелы расставить здесь, они спавниться будут. Потом на обратном пути нас отъебут. И непонятно, куда нам идти, блядь. В обсидиан. Плачущий. Обычно. М. Блядь, там я не был. Сейчас сундук. 2 сундука. Алмаз. О, тоже нашел. Алмазики.
Так, нашел сплав ифритов, они вот там вот где-то. Но они обычно наверху. И еще один. На нахуй. Пались, блядь, в туман. Ой, он на меня атаковал. А у меня же лук есть. У меня нет лука. Бля, не выпало. Тоже не выпало. Да ёбаный в рот. О, все. Блядь, да откуда нахуй? Да ёбаный в рот. Как он в меня попадает? Так, ну один стержень еще есть. Мне вообще не везет, сука, мне с них не падает. Уже троих ёбнул. Спавнер. Сразу направо иди. Направо. Нема направо. А, вижу. Есть что ли? А, там, блядь. Вон прям далеко, да. Я чуть дальше прошел. Тут нет нихуя. Какой-нибудь это ПВО прям имба. Ты уже научен от ПВО уворачиваться. Блин, такое классная херня, что типа они даже улетать не могут из-за этого. Типа это естественная генерация. Все, стоим, 3 дрочим. палки уже есть. Да? Я думаю, надо вообще забаррикадировать их. Я думаю, они не успеют убежать. Это ты сушитель. Придут нам. О, сзади. Воспомнился. Бля. Еще один есть. Я говорю, світла нема. Ох, 3 нахуй. Сидим тут, дрочим с... Яркость. Бля, яркость у меня так нахуй на максимум почти. Ох, как бы сейчас я въебал бы тебя алмазным мечом. И надо.
Так, ну 5 уже есть, это считай 10 этих хуесосов. Олег У тебя сколько? Гусиков. У меня один. У меня не падают нихуя. Нихуя вообще. Все те падают почему-то. Ай. Въебал. Блин, может нам какую-то площадку сделать, чтобы мы спавнились, они нас не трогали? Копаться здесь и окошко сделать. Да ладно, еще парочку штук выбьем, и все, уже хватит, наверное. Нихуя. Они, походу, еще на тайме начали спавниться. А, нет, снаружи спавнится. Три, блядь! Ёбаный рот! О, еще одна палка выпала. Бля. Палка. Сколько у тебя? Есть. Так может хватит уже? Я думаю, мы стак-то не будем делать. Мне кажется, там вообще 20 хватит, чтобы найти его уже. Пойдем, короче. Это могут просто ни одного не быть в этом. Это нормально. Потом возвращаться. Бля, вопрос, как сейчас возвращаться, куда идти? Куда-то. Бля. Вот там недостроенный портал. Есть чем достроить? Да. Блядь. Бля, там один обсидиан плачущий. Ну, сейчас добудем. А тут магнетит и говно. Так, может, нахуй вот это?
Три часа ломаешь, блядь. А, все, зажигалка. Чё? О, все. Так, у меня есть компас, и он показывает, что надо идти вот туда. Опа, это что такое? В деревне. Нихуя себе. Грабим, блядь. О, мне тыквы нужны, пизда, как надо. Мои фермы. Нахуй, железную конную броню выкину. О, стол картографа есть. Блять, или он не нужен? Похуй, заберу. Чё бы тут еще спиздануть такого сладенького? Это чё за уродец такой? О, это, блядь, житель. Нормально ты его. Не, ну я смотрю, какой-то капюшон нахуй. Это, оказывается, житель в капюшоне лепездрический. Я его как-то даже не признал за своего. Ой, изумруды. Еда. Так. Мешочек. Все, погнали, я знаю, куда идти. Ты где, блядь? Куда ты нахуй попрыгал? Тут. О, ягоды. Бля, или похуй на них. Ладно, брал. Что такое чувство, что нас очень далеко откинуло этим порталом? Блин, бля, я забыл эти текстурки поставить, блять. Хотел текстурки какие-нибудь въебать смешные, качественные. Тебе, кстати, Олег, как вариант, можно тебе еще тоже поставить текстуры, которые, например, 1 на 1 пиксель. У тебя все, короче, превращается, блядь, в мыло, блядь. Как тебе такой вариант? Не, спасибо. Типа, знаешь, у тебя персонаж будет одного цвета целиком. И все оружие там Чё, в виде блядь? одного пикселя. Ну, блядь, прикольно же. Зато у тебя нагружаться не будет особо. Это же лайфхак. Бля, ну может. Типа, знаешь, у тебя Майнкрафт, типа, потата мод, где у тебя все на минимум, и у меня Майнкрафт, наоборот, все на максимум, чтобы я страдал, блядь. Типа, сравнить, типа, у кого лучше пища. Я, конечно, выберу твой вариант. Чтобы именно картофельный режим был. Потата. Потатуш Олегуш. О, кролик.
Ну нахуй. Блядь, чё ж так далеко, блядь? Надо было, кстати, я забыл. Можно было на серваке сделать режим, чтобы карта была вся такая, блядь, охуенная. Когда ты вот создаешь мир, можно выбрать расширенный, и у тебя карта гигантская, там высокие блоки, все такое. Я мог то же самое сделать. Там при создании сервера можно записать настройку, чтобы у тебя мир так регенился. Вот ты пропал, блядь. А вон ты. Погнали, Experience Вальхейм. Я на лодке поплыву, я не хочу там время терять. А ты можешь, кстати, в лодку сесть, или это нельзя так? Попробуй сесть ко мне. О, реально можно. Ебать, ты приписюнился там сзади. Для чего у меня треки не запускаются, сука, блядь? О, запустился. Блин, а чего у тебя плаща нету? У меня плащ твичевский. Я его не поставил. А, у тебя пластик часть? Да, это плащ Твича. Я не помню, когда я его получил, но там была какая-то единоразовая акция. Очень давно. По-моему, с 23-го года или 22-го. Там у них еще разные плащи были, типа, вот это означает 1 год. Там какой-то более цветной есть, это другой год. Если не ошибаюсь. Ну, может, у меня он единственный. О, я вижу, я что-то вижу. Я вижу деревню. Да, мы пришли, все, это наша деревня уже. Заебись, блядь. Года не прошло. С кайфом. Труп. Как ты нахуй сдох? Блять, Олег, ты шоу. Нормально, я сейчас на ЦКшники отправлюсь. Не надо, он далеко. А как? Он Если он далеко, летает? он далеко. Он очень медленно летит. Тебе надо на него сначала отвязать, потом сесть на него, потом жопой подняться наверх. И ты пока долетишь на нем туда-обратно, у тебя минут 20 уйдет. Его лучше, наверное, в один путь использовать. Ой, все, блядь, полетел. Ходящая, блядь, авиабомба. Дроновод ебаный, блядь. Садись. Да, блядь, Полетели. сейчас подожгу нахуй. А, я не могу там стоять, когда ты едешь, блядь. Ты хоть подними его повыше, что ты у земли сам летаешь. Я тогда пока алкоголь открою. Потом наблюю, блядь, жестко. Ой, какая кислятина. Блять.
Блин, а как Гаста хилить, интересно? Ты здесь сдох, что ли? Да, упал. Нихуя ты. Блин, а как опускаться реально? С, пробел. У тебя там еще в углу валяется что-то. Бумажки какие-то, или это железо, блядь. Блин, улетает только по направлению. Фак. Блин, как бы его сделать быстрее? Или там нельзя так сделать? Он, наверное, в мультиплеере пригодился бы, если ты на нем взлетаешь максимально вверх. Ты беспалевно перемещаешься, чтобы тебя никто не сбил с лука. Да какой он медленный. У тебя есть эта повязка, чем его привязать к столбу? Сейчас я найду. Но у тебя в инвентаре должна лежать. О, Ты заебал. ахуй ты. О. Я тебе, кстати, так и не отдал, блядь, подарок. На нахуй. О, нормально. Стол картографа. О, у нас фонарь есть красивый. Седло нашел, кстати. Пригодятся ли они нам? Да, наверное. Магнетит. Надо еще сундуки делать, что-то маловато места. Умечать их, что где лежит. Нахуй, на втором этаже сделаю, короче, архив с сундуками, похуй. Заебет эта хуйня. Ну как там рамки делаются? Блять, а как рамки делать для вещей? Бля, я не помню. Ты помнишь, как рамки делаются? Кожа там. Что дальше? Не помню. Типа, не, это у картин такой крас кожи, по-моему. А, там шерсть нужна. Картин. А рамку как сделать? Бля.
Бля, я не помню как. Блять. Рамка. Майнкрафт. Все-таки кожа нужна. Но меня же кожа подбирал, что мне рецепт не показывает. А где кожа? Вот она. А, он рецепт был не изучен, блять, охуенно. Так, тут нахуй блоки. Не, руда будет. Все, что связано с рудой. Вот тут будут блоки. А вот это будет едой. Так, и оружие, наверное, надо было сделать. Так. Че, готов в путь? Подожди, сортировку надо сделать. Заебал мне эти сундуки, блядь. Короче, все, что там еда, блядь, будет все, что с животными связано. Всякие, блядь, как там нахуй алмазная кирка оказалась? Олег, блядь.
Вот этот помойный сундук, вот там будет все подряд лежать, похуй на него. Теперь мне надо кирку новую, бля. Кирка сломана. Ой, надо было еще это сделать, блядь. Наковальню, нахуй. Потом рецепты там улучшать. Так, как оно делается? Блядь. Там многое надо. Металл. Все сделал. Все, я готов. Блин, куда-то мы луки стираем Ну, каждый погнали в раз. В ад? А, да. Ну, Подожди, а сколько у нас? У нас же дохуя сейчас можно сделать. 2 Хуя. штуки. Почему 2? Что-то не то, Эндера. 4 штуки, почему? Вот. Да, надо еще на этот, на сундук, блять. Ой, на эти открывашки ебаные. Надо. А где сами эти? Не, у тебя инвентарь лежат. Не-не-не, там в сундуке. Блять. Так, хочу накатить. Сладенько. Сука. Я пытался нахуй фаербол в себя откинуть. Скот. Блин, а хули эти пигмены стоят, блядь, с копьями золотыми, охуеть. Жирные, блядь, с копьями стоят. Охуеть. Ой, реально с копьем. Прикольно. Так, что-то тут не то, где-то не здесь были. Там подальше побольше их ходит.
Блять. Сука. Найс. Выпал. Да. Ну, это, конечно, вообще не жирно, что-то они очень редко появляются. Я не знаю, может, лес вырубить, чтобы их видно было. Блядь. Бля, как думаешь, стоило смотреть видос того чувака, который просил по Майнкрафту глянуть? Нет. Просто я забыл, блядь, сказать ему, что он мог его кинуть, короче, в эту кнопку для видосов, для тиктоков. А я ее убрал, долбоеб. Я ее убрал. Я хотел чисто вот для этого случая эту кнопку оставить, чтобы он закинул ролик, я ему сказал, типа, да, я посмотрю, да. И он бы сидел бы тут, не знаю, 3 часа ждал, когда он ее когда я посмотрю, блядь. Я такого не посмотрел. Просто не первый раз такая хуйня у модопов. Чувак такой появлялся, у Софии был такой чувак. Они там ролик открывают, а там какое-то говнище ебаное. Типа чувак сделал, я не знаю, монтаж, где он в Майнкрафте прыгает. Типа вот это, ну, охуенный ролик. Как тебе? И ты потом сидишь такой, блядь, нахуй я это посмотрел. Да не, в принципе, чё бы. Просто он, ну, не знаю, если вести себя как этот стерильный стример, да, надо посмотреть ролик, а потом сказать, вау, у тебя такой интересный ролик, ты вот там, не знаю, переход сделал прикольный, может, у тебя чувак, скин прикольный, бля, я не знаю, что сказать по ролику. Чего он ожидает, блядь? Этих роликов как говна, Бей его. нахуй, в море. Кого? Чувака этого?
Я застроил тебя, не благодари. Да все, он пропал. Он, походу, в лаву упал. Не, вернулся. Да, он в лаву упал. Все, сейчас еще один придет. Как бы тебя случайно не пиздануть алмазным мечом. Еще один. Может, повыше есть еще. О, да, повыше тут прям вообще и площадку можно нормально сделать. Блин, я не доделал же. Бежит. Пак Обама. Бежит. Раз, два. Двоих сагрил. Блин, эти деревья, сука, Bullshit Vision. О, вижу. Вот тут один. Так, ну давай вниз сходим. Тут, наверное, всех ёбнули уже. О, вижу, еще один в километре прям стоит. Ебалом щелкает. Два. Раз, два. Да хули ты не смотришь, блядь? Ай, блядь.
Бля, я прям на него смотрю, он даже не оборачивается, ему похуй. Алло. На нахуй. О, ебаная. Блядь. Сколько у тебя глазиков? 5. Мне 4. Вот еще 2, 3. 4. Агри, или давай там построим и сагрим. Не агри, блядь. Да, я расстроюсь. Ну тут, блядь, места нихуя нет. Выпал. Еще один. Два стоит рядом. Раз. Два. Блядь. Три. Блядь. Так, итого у нас 10 уже есть глазиков. У тебя? Ну, у тебя, у меня, если посчитать. У меня уже 8.
Что-то я больше не вижу их. Ладно, постою пока еще. Попью чуть-чуть. Чуть-чуть. Ах. Ах. Да. Извините. Ах, ну кислятина. Как это, блядь, хуйню могут пить школьницы? Они же, блядь, не могут такой пить. Им надо только вот сладенькое, чтобы без алкоголя было. Блин, а как домой возвращаться? Я взял с собой. Просто кажется, уже логичнее до дома идти. Еще один. Сколько тебе? У меня 7. Еще 3 как минимум надо. Тут дохуя этих эндеров пониже. Они все, походу, сюда решили сместиться. Тут 6 штук настакал. Блять, Нотис Миссен Пай, чё ты нахуй не идешь, Интермен, блять? О. Блин, я хочу эти грибы забрать. Ух ты ж, блядь. Так. О, еще одни. Где он прыгал?
Блин, один пытается до тебя добраться, но он не может, ты где-то в жопе находишься. Да, да. Он пытается вроде на меня прыгнуть, но передумывает каждый раз. Может, мне его пиздануть в спину? А нахуй. Все равно не выпало. Пойду-ка я камбэкнусь, потому что я не знаю, как нам потом вернуться. Что, У меня есть портал. портал? Так нет, как вернуться-то нахуй Давай назад? уже домой. А, вот. Иди ко мне, короче. Да я нашел, как идти, все. Я по пенисам пойду домой. О, у меня обсидиан с собой. У меня пенисы есть. Ладно. Зачем просто новый портал строить, когда можно по обратному пути вернуться? Безопасность. Да ну ты чё, потом идти 3 часа хуй знает куда. Уже полночь, нихуя, как время пролетело. Сказал вроде 10. Блять, суки, ебаные слаймы. Умер. Нет, слаймы столкнули, блять. Мне еще ёбнутый трек заиграл из Осу. Afraid of the Big Black, блять. Надо здесь нормальную тропинку сделать, блять. Каждый раз скидывают. О, ванпост.
Кайф. Кайф. Так. А теперь надо сделать инструменты, которые я въебал. А у меня дерево кончилось. Бля, какой охуенный трек. Диджей Шапнел, Гейт Опенер, нихуя. Блин, как же так? Ты, блядь, ты все блоки выкидываешь? У нас вообще булыжника нихуя Какие? нет. Ты не добывал булыжник? Да. Нет. Бля. Ладно, сделаю из этого.
Бля, надо коров еще достать. Бля, столько дел, пиздец. Так, я пойду, короче, коров искать. Мне нужна кожа. Из кожи я сделаю книжки. Поставлю кучу библиотек. И можно будет за счет уровней нормальное оружие прокачать, чтобы оно ваншотило. Либо еще корову достать. Блять, а можешь не поставить резко, типа, блять, Optifine и ебануть текстур паки, блять. Сейчас я, короче, ебанусь и текстур пак. Я пиздец хочу попробовать. Так, а как эта хуйня называлась? То, что у меня стоит сейчас. Minecraft 20 Shader X. Minecraft Java Optifine RTH. RTH. Optifine. Блять, жопу уже нахуй впечаталась стул. Так, это ирис и содиум. Ирис, содиум. Окей, так. Optifine. Без Forge. Блять, он на Forge. Minecraft High-Res Texture Pack. Че, ну это залупа какая-то. 21 мегабайт, нет. Текстуры, во. Реалистичные, нахуй. Трехмерные даже есть. Что значит трехмерные? Это говно какое-то. Реалистичное. Спавнеры. А, и все, тут, блядь, 2-3 текстурки. Что тут есть популярные? Блять, а где текстурки, ёбаный в рот?
Во, нашел. Трейс Ту какой-то. Шаги Старк, блядь. Clarity, ну-ка. Блядь, был какой-то текстур-пак, где можно было отражение включить. Тюрпак. Mirror. Это патч-пак для того-то того, который добавляет зеркало с рейтрейсинг шейдерами. Как это хуйня? Во! Люкс Сити реализм 64 на 512 с отражениями ёбнутыми. Бля. О, он еще и платный, сука. На 512 икс надо покупать его. Тайкрафт. Причем? Да дохуя, блядь. Ой, это какой-то уебищный, блядь. 256 текстур. Были просто текстуры на 4К. Текстур-пак 4К, где типа картинки там ёбнутые огромные. Лет 10 назад, наверное, на них так жестко дрочили. А, во, какой-то сайт, на котором можно именно 4К найти. Фантастик. Красивые реалистичные текстуры. Небо. Небо в виде пенисов. Охуенно. Аниме небо. Еще лучше. Красивое небо в высоком разрешении. Что там, блядь, аж планеты нахуй летают. Прикольно. Во, я походу нашел его. Установи... Ой, блядь. Установи Optifine. Сука. Блядь, установка миссис Форж, фабрик на Форж. Установи Форж, фабрик, скачай жар. Короче, ща. У меня есть одна хуйня, которую я могу это быстро сделать. Модринд. Удалить ярлык. Охуенно. А у меня он удален, походу. Я ебанат, я его удалил, что ли? Пойти. Сука. Так, скачать. Да. А уже установлен, блядь, пишет. А где он, блядь? Пиздобол, блядь, он не установлен. Сука. Спустить. Так, все, зашел теперь. Вот, блин, хуин, блядь. Теперь
Forge или Фабрик или Neo Forge? Фабрик, ёпта. Двадцать шесть два. Сервер. Фабрик. Уябрик, блядь. Нельзя поставить актуальную. Ебать, у этих чертил, блядь, даже ванильную версию нельзя актуальную поставить. Ёбнутые, блядь. А где актуальная нахуй версия? Ёбаный в рот. Так, окей, окей, похуй. Похуй, ебем жопой, блядь. Создать профиль. Бля, мне надо в это добавить. Настройки, блядь. Папка. Ох, понятно. Обновить. Откройте лаунчер. Да иди нахуй. Так, установлен. Теперь. Начать. Бля, они такую залупу придумали с профилями, где моды стоят. Типа, ну окей, будет у меня профиль с отдельными модами. Как мне его подгрузить-то, блядь? Какая же это конченая хуйня. Строить. Ебать, блядь. Хранить. Так, вот эти все нахуй моды удалить. Да я просто вставлю Optifine. Качать сайты. Так, окей. Стал. Установлен. Так, теперь. Установи шейдеры. Как их установить? Все версии игры. Или то, или это. А, ой, да тут вообще легкотня. Они уже стоят. Шейдер пак. BSL сюда. А, у меня новее версия BSL. Удалить. Теперь. Скачать текстур пак 2К. Ух, ёпта, блядь. Сколько же они весят? Где файл? Похуй. А, 100 мегабайт. Всего-то. А, стоп, написано R1. А, это основа, часть.
Да, блоками, с яркими блоками. Блять. Ёбнутые, что ли? Нахуй делить пак, блядь, на 3 части. Так, мейн-блоки. Часть с дополнительными блоками. Вот эта Ой, хуйня. все, я до дома добрался наконец-то. Все, мне хватит. В смысле? Ладно. В смысле? Ну, только что до дома добежал. Ты все это время, блядь, сломал, убивал эндерменов? Вообще Ну, до ебанулся. этого бежал все это время. А, ты поставил портал и бежал до дома? Да, да, да. Блять, я уже Всё это давно время. дома. Я там 2 шага пройти до портала. Куда ж ты пошел? Ты что, вообще Да. ебанутый? Ты, сука, построил портал, потом 3 часа домой добирался. Да. Ты что, дядя? Зачем? Потому что... Не Зачем? знаю. Нахуя? Это того вообще не стоило. Ты буквально, ты мог, ну, пройтись просто по той же тропинке за минуту и вернуться через наш портал. И все. Слишком легко. Я хардкорный человек. Это не хардкорно, это, ну, глупо просто. Хардкорно это пойти на эндермена без Я не вещей. знал просто. Да как ты не знал? Мы же через него заходим. Я думал, он далеко, типа. Да нихуя, он недалеко. Так, я поставил, все, сейчас чекнем. Передаем. Все. Ладно, давай. А, ну давай Буду тогда. на стриме сидеть. Дрочить, блядь. На сульчики. Ну, это Специально. тоже. Да, да, да. Да, Охуенно да, да, придумал. да, да. Да. А чого би нет? А чо би да. Все, перемоги не буде. Світла немає. О, блядь. Это какой нахуй? Так, и что, он работает? Где шейдеры? Где шейдеры-то, блядь? Коктейль хуярить. Бухать собрался коктейли. Блять, я что-то поставил, я нихуя не вижу. А где, блять? Оптифайн, а где шейдеры? Сука, хуйня тупая. Че я поставил, блядь? Где шейдеры? Почему шейдеров нет? Коктейль, город такой. Интересный город. Что-то я нахуй нихуя не понимаю. Оптифайн я поставил. Шейдер я поставил. Фабрик я поставил. Хуя он, блядь, решил там открыться. Ладно, похуй, запущу, проверю, что-то может и поменяется. У меня, блядь, в папке с Майнкрафтом миллиарды каких-то разных, блядь, папок. Я нихуя не понимаю, что к чему. Город такой, там будет сходка аутистов, я буду возглавлять. Какая еще сходка? Что за сходка? Ну-ка, рассказывай. Что за сходка? Ты что, ССА, блядь, что ли? Не понял, Алекс. Это что началось? Ты что, ССА, блядь?
О, ебать, вот. Блять, Optifine-то не работает. Бля. Где мои шейдеры, нахуй? Меня наебали на шейдеры, тут нет шейдеров. Тут, по-моему, вообще нихуя нет. Сука, как меня, блядь, бесит эта залупа. Почему он все такое всегда уебищное, блядь, нерабочее? Вот как мне поставить, блядь, и Optifine, и шейдеры, и хуэйдеры, блядь? Я поставил Optifine, я не понимаю, где он. Качай, окей. В лаунчере Майнкрафт выбери нужную версию с Optifine. Охуенно. Установка вместе с Forge и Fabric. Установи эту хуйню. Скачай jar-версию, скопируй в mods, установи дополнительные моды и запускай версию с загрузчиком. Jar-версию надо было, наверное, скачать. Как это, блядь, работает с Forge, не работает с NeoForge. Работает с этой хуйней, не работает с той хуйней. Родные плюс сестрой мужа, плюс чел со СВО, плюс кто-то умер, типа призрак, плюс Саров, плюс курилка, плюс бухать, плюс 6-7, плюс покер, плюс секретный чел. Ебать, Олег, ты чё вообще, что ли? Чё за приколы у тебя там начались? А как ты это все потянешь? Или ты не будешь тянуть? Пуни-пуни, блядь. Я не знаю, правильно я сделал, неправильно. Ты, короче, понятно, ты пошел просто с семьей этот бухать, на блядки пошел. Семейные блядки. Где, блядь, где этот ебаный Optifine? Пуни, блядь, нихуя нету. Сука. Двадцать шесть, 2, блядь. Optifine, ну. О, сука. О, курва. Я пердоля. Они сделали Optifine, но не на новую версию. Блядь, а если я просто запущу ту хуйню? Что-то типа только без родителей. Так ты же пишешь родные с сестрой мужа чела с ССО. Просто я хуй знает, когда едут там, то автобусы, то поезда не ходят. На попутке. А ты зачем едешь? Если ты сам туда едешь или тебя отвозят? Если ты сам едешь, я бы не ехал бы, блядь, нахуй надо. Не едь просто. А если изнасилуют, то в чем минусы? Надо? Кто сказал, что надо? Если тебе не надо, то все, не надо тогда никому. Ты же ты пишешь, типа, ты организуешь. Ты организуешь же, да? Глава аутистов. Ну вот. Ты, получается, организатор. Ты будешь ебать. Так, я вот все поставил. Шейдеры, текстуры, хуюры, дрочилы. Будет работать? Мы вместе с сестрой.
Ну, я так понимаю, вы как-то плохо спланировали. Блядь, ну вот я поставил. Нихуя не работает. Где тут, блядь, мега-супер ебанутое качество? Дерево как дерево. А у него даже, ну, внутренней текстуры нет. Мип-карт нету нихуя. Я скинулся, предложил, где и что сделать. Она всех созвала. На крайне такси. И вы, типа, всей компании там будете просто сидеть такие, типа, и друг на друга смотреть. Я просто представил, типа, ну, ты Олег, ты там обычно помалкиваешь, ты с сестрой, и там просто все сидят такие, молчат. Просто, типа, я не знаю, все либо гриндят, либо хуй знает. Или вы просто хотели всех собрать, чтобы, ну, я не знаю, вот просто именно блядки устроить. Бля, Олег, я забыл, где дом. А, вот там он точно. Мне похуй, я пьяный спать буду. А зачем организовывал тогда? А зачем организовывал? Смысл собирать, если ты придешь и будешь просто в мате валяться? В чем смысл? Мой план. Блядь, мне так нахуй наскамили текстуры. Где они? Где эти, блядь, текстуры ебанутые? Говно какое-то ебаное, а не текстуры. Вот эта текстура травы, если отойти далеко, она пропадет просто. Видимо, там без Optifine она не будет работать. А мне впадлу ставить сборку уже настроенную под эту хуйню, блядь. Чтобы в соло не бухать. Так ты все равно в соло будешь бухать. Если ты спишь, спать потом будешь или просто пить, ты все равно, получается, в соло будешь это делать. Они будут просто на тебя смотреть, как ты бухаешь. Ну или тоже там как-то участвовать. Блять, мне заскамили текстуры. Тут нахуй, ну что это? Обычное дерево, обычное все. Это обычное, этот обычный, сундук обычный. Кровать обычная. Вот только вот самые дефолтные блоки, вот они только поменялись. Даже эти ни один блок нахуй не поменялся. Наебалово, блять. Зачем я его ставил? А это поменялось? Нихуя. Бля, как так-то нахуй? Я сейчас проще сделаю. Я сейчас просто поверх поставлю еще какой-нибудь текстурпак. Мне не ебет, блять. Наебщики, блять. Любая. Да любая. Стой, тихо. Во. Это не текстуры. Красивые объемные текстуры. Красивые мультяшные текстуры. Наебало. Прозрачное меню и худи. Похуй. Так, вот, Тонкрафт. Optifine. Да, блядь, как его поставить, если нет его на эту версию, блядь? Чё за ебанутые это пишут? 26.2, блядь. Не работает она. Optifine, ваш ебаный, блядь. Качаю Optifine и шейдер. Качаю, установи ресурс пак. Тут нет нихуя. Блять, на картинках-то они пиздато выглядят. Сука, там даже с отражениями есть.
Демо-версия текстур пака. Это бета-версия. Блять. Так. Ну-ка. Нихуя ты подкинул, блядь. Подкинул залупу за шиворот. Что это за хуйня? Текстур не работает. Блять, ну и говно. Стекло просто нахуй прозрачный, нахуй говнище. Не нахуй, короче, понятно, блять. Нет нормальных. Чё ты кинул? Это, блядь, даже не трек. Я удаляю. Чё тут смотреть, блядь? Скинул, блядь. Ни музыки, нихуя. Да нету там музыки. Там нет музыки, в этом проблема. Там ни чувак не говорит, музыки нет, и все. Ничего не происходит. Чувак дрочит. Ну-ка, а вернуть, наверное, нельзя было, да? Да, наверное, нельзя было вернуть. Не, могу. Удалить и вернуть баллы. Во, все. Не знаю, вернулись или нет, не ебет. Блядь, я вот выращивал тростник, чтобы, сука, книги сделать. Надо еще корову искать. Бля, мне надо еще эту хуйню допить. Бля, давай. У меня новый план. Будем Бессмерть досматривать. Досмотрим Бессмерть, я в говно нахуй пене и потом вырублю. Делаем жопой. Save all. Сохранил сервак. Сейчас попкой ебать будем, понял, да? Так, это я удалю отсюда. Бессмертный. Во, сохранилась и 17 серия. Так, ну чё ж, поехали, блядь. Уф, чё? Э. Бессмертный. 3, блядь. Готово. Уф, делай, брат, на жесткие движения, бля, брат. Будет плохо, позвони. Я не возьму трубку. Делаем жопой. Году для бесплатного домашнего ознакомительного Блять, охуенно запустил. Мы тогда на 18 серии были. Танари продолжает бороться со Стукером. Бессмерть! Сделай с ним
И в момент, когда ее силы были на исходе, на помощь пришли другие друзья Бессмера. Это я сделал. Тем временем, Юки и его товарищи по кружку вывели Мидзуху наверх. Озвучено проектом Ани Либерти. Блядь, я там забыл про микрофон. Там нахуй дропсы давали на Майнкрафт Реалм, я только сейчас это увидел. Охуеть. Все, ладно. Эпизод 19. Чистая вода. Вам можно доверять. Я могу довериться вам. Выпейте, пожалуйста. Мы, хранители, проводим этот ритуал из поколения в поколение. Друзья и близкие пьют эту воду, чтобы стать частью нашей семьи. В знак бесконечного доверия и обещания никогда не предавать друг друга. Не бойтесь, это обычная вода. И если мы выпьем, ты пойдешь с нами? Конечно. А может не стоит? Вы ведь не откажетесь? Не вздумай! Ну все, пошли! Кстати, друзья Мидзухи, давайте и вы с нами! Эй, Бон, позвонишь деду, а? Надо его предупредить, что к нам идет толпа гостей. А то я без телефона. Постой. Забавный ты мальчик, Юки. Наверное, обжигаешься часто. Всегда сначала делаешь, а потом думаешь. Не боишься, что это ловушка? Вдруг вода на самом деле заражена? Да уж, наш Юки — это про слабоумие и отвагу. Уж не вам его порицать. Так что, вода заражена? Нет, конечно. Он же все-таки младший из моей школы. Мы дали ему обычную воду. Помнишь, я как-то спросил, могут ли поладить люди с мутантами? Тогда ты сказала, что да. Был такой разговор? Мне совсем не важно, кто передо мной. Я всем доверяю. Не важно даже, кто я. Я Мидзуха. Теперь все станет как прежде. Стукеров больше нет, а значит и вода безопасна. Стукеры никуда не делись. Как раз с ним я все это время и говорил. А? Погоди. Они что? Они где-то рядом, да? Слушай, а можно узнать, как тебя зовут? Что? Я же сказала, меня зовут Мидзуха. Да, вот только Мидзуха, она правша. Убежала. Аоки! Замглавы! Эй, держись! Надо срочно к Сатору! Со мной все в порядке, не волнуйтесь. Пойдемте лучше закупимся к ужину. Бессмер потом
приведет к нам Стукера Мидзухи. И мы все как следует обсудим. И они вернут тело и Мидзухи, и другим пострадавшим. Мы сможем договориться. Я в это верю. Ну ты даешь, Юки. Откуда столько позитива? Поймали. Интересно даже, что бы на это сказала Мидзу. Поймали как Я дешевку, был бы тварь. рад. И ее натянутой улыбке. Бессмер, вы целы? Прости, Тимихо. Не посмотришь за дедулей? Конечно, но что случилось? Идет. Вы куда? Привет, Бессмер. Привет. Ты чего? Мне всегда хотелось хотя бы разок сразиться с тобой как следует. Выяснить, кто из нас двоих сильней. Уверен, в итоге ты вернешься обратно в рай. Может, уже откажешься от своих целей? Я обдумаю это, если ты меня одолеешь. И этим ты надеялся меня остановить, Капуша? Почему? Ну почему? 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 Не понимаю! Почему? Почему ты со мной так мягок? Не видишь, что я сражаюсь с тобой всерьез? Неужели на тебя так повлияли слова твоего друга Юки? Знаешь, он мне нравится. Представь себе, в знак дружбы мальчик не побоялся выпить воду, зараженную стукерами. Он выпил что? Да быть не может, что это все, на что ты способен! Попалась дешевка. Мне кажется, и так уже все понятно. Доставай скорее свое оружие. Лук и меч. Ты не ошиблась. Юки смог меня переубедить. Я не хочу тебя убивать. И надеюсь, что пока мы живы, все-таки сможем найти общий язык. Приди в себя. Ничего еще не кончено, Бессмер. Ты переместила ядро. Надеешься, что сможешь победить меня в этом облике? Или же расхотелось бороться?
А что насчет тебя? Не холодно в одежде из человеческой кожи? Ну что, продолжим, Бессмер? Я лично покажу тебе, насколько пусты твои сладкие речи. Ты ведь готов продолжать бой? У него скоро тела закончатся. По-твоему, мое желание переубедить тебя не убить глупая блажь? А по-моему, здравое предложение для человека. Правда? Но мы-то с тобой не люди. Проклятый Тями! Обманул меня! Я вон сколько патронов в хранилище нашел. О, привет! Помощь нужна, Мидзуха? Папочка, не надо. Он даже не в полную силу сражается. Ой, доча, будь к нему снисходительней. Мы ведь отобрали у великого Бессмера его лучшие сосуды. В запасе одно отребье осталось. Точно. Может пригодится, великий? Обойдусь. Ну, тогда развлекай Мидзуху получше. Должны же у тебя были хоть какие-то козыри остаться. Так ты их прячешь? Показывай! Не прячу я ничего. Просто ждал подходящего момента. Шестой наследник. Хахаку! Ошибка! Они сосут! Не оскорбляй моих товарищей. Сейчас ты у меня получишь! Я приведу тебя в чувство. Дерись, Бессмер! Силу тебе дарует. Кровь предков, что течет в жилах Мидзухи. Ай, больно! А к боли ты еще не привыкла. И, судя по всему, вряд ли готова к смерти. Ты в своем уме? Чего пытаешься добиться? Если тебе некуда пойти, тогда я стану твоим сосудом. Уверена в своем предложении. Я ведь могу отнять у тебя все сосуды. Уж не знаю, смогу ли удержать тебя, опухоль, в узде. Но если выяснится, что ты все-таки сильнее, тогда и думать не буду, что делать. Так у тебя даже плана нет! Что? Почему? Не волнуйся, я избавился от ее тела. Да я не об этом. Нам тоже пора домой. Убить тебя-то мы можем, но ядро найти вряд ли. А тому, кто тебя породил, мы и в подметке не годимся. Наша битва в этой эпохе окончена. В этой эпохе? Окончена битва, а не война. Мы так-то тоже живые. Она же пришла сюда умереть. Чтобы начать все сначала. Смой воду. Она вся заражена стукерами. Отправь их в море, пусть сами решают, жить им или погибнуть. И не пойми меня превратно. Это не значит, что ты победил. Повезло Я тебе, знаю, что что я будет. был здесь, Бессмер. Я не знаю, можно это показывать или... Блядь. До встречи. А, похуй, они, блядь, не показали. Эй! Бессмер, ты где? Эй, ты рядом? Где тебя искать? Ты там живой, Бессмер? Да уж, настоящий лабиринт. И как только друзья Бессмера выход нашли. Ага. Но мне сейчас интереснее, куда нас самих занесло. Вода.
Принц, вы что, потерялись? Что? А я думал, это вы мне путь указываете. Не было такого. Мы же говорили, что дороги не помним. Кошмар! А вдруг мы отсюда не выберемся? Я ж ни воды, ни еды не прихватил. Не кричите, пожалуйста. Мы вам что-нибудь принесем. Правда? Спасибочки. Хотя нет, какое спасибо? Как вы принесете? Вы ж призраки! Смотрите, как здорово получилось. Будет что попить. Да мне столько не надо! А вот и выход. Это вход! Мы же Бессмера искать пошли, а в итоге обратно вернулись. Бон? Бессмер? Ну, хоть живой. Рассказывай, ты там все уладил? Уладил? Нет. Ничего. Не вышло. Не получилось. Начать с чистого листа. Ой, блядь. Сосуды, что ты хранил на всякий случай? Да, никогда не использовал. Поразительно, конечно. Ну, а теперь нам пора в школу. В школу? О, Бон, я вперед побегу. Бессмер! Ребята! Ну... Как ты и хотел. Я оставил стукеров живых. Отправлю их потом в море. Пускай дальше сами разбираются. А что с Танари? Она умерла. Убила ее, чтобы неповадно было. Что? Вот это ты рожу скорчил. Чего пугаешься? Померла и ладно. Танари... Испугался, да? Меня этот мальчик Сатору оживил. Откуда он вообще взялся? Друг твой? Прости, больно было, да? Это я виноват. Дурак! Нашел за что извиняться. И не это сейчас важно. Ты почему молчал? Вроде не первый век дружим, а ты вот так, некрасиво, да? Пожалуйста, полагайся на нас. Вот-вот. Ух, как схлопочешь потом. Охуеть там трупов, блядь. Учительница! Где я? Вы живы? Я так переживала! Что случилось? Что со школой? Это мы немножко похулиганили. Защищали школу от негодяя. Ничего не понимаю. До сих пор никого нет. И это в такой-то час. Что у них приключилось? И медведя нет. Не ожидал, что однажды никого не будет дома. Сколько хоть риса сегодня тогда сварить? Дедуля! Мы вернулись! Юки! И привел много-премного гостей. Свари, наверное, 100 плошек риса. А это еще кто такие? Что, Абон не предупредил, что ли? Дедушка! Братик! Айко! Нахуй весь Я город так привел. рад, что с тобой все в порядке. Что случилось? Ты чего? Я все объясню. Но сначала давайте поужинаем. А потом бах! И начался пожар! Это надо было видеть. Просто кошмар какой-то. Ужас! И как только вы, соплячки, с этим справились? Без Танари мы бы точно померли.
Да что мне, это Айка надо сказать спасибо. Она умница такая, быстро соображала. Меня не за что хвалить. Я без вас, старшеклассниц, точно бы не справилась. Сатору, угощайся. Так это и есть черныш, про которого рассказывал Бессмер? Угу. А по нему Ты и не заебал лезть скажешь. кидать Но картинки я свои нахуй. своими глазами видел, как Блядь. он поймал стукеров. Освещенная соль работает на стукерах. Да. Мы лично в этом убедились. Правда, она их задерживает ненадолго. А я говорила, что она бы пригодилась. Ну извини, в следующий раз попробуем. Какой следующий раз? Не каркай, не хочу! Знаете, а ведь это здорово. Вы как настоящая команда. Вы чего? Я что-то не так сказала? Просто мы никакая не команда. Да, чуть не передрались прямо там. Не надо нас за друзей считать. Да хватит вам уже. Кстати, Хана, а ты чем занималась? Слышала, вы с Юки куда-то ходили. Ну, как бы, я... В общем, ну, я ходила вернуть Мидзуху обратно. Но у нас не получилось. Ну, друзья, кушайте в волю, не стесняйтесь. О, блядь, он оживил их. Да ну нахуй. Пошли со мной! Мидзуха, мы тебя заждались! С возвращением! Добро пожаловать. Спасибо. А ты большой молодец. Озвучено проектом Анилиберти в 2025 году для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Еще 3 серии осталось, охуеть. Бля, сколько я это аниме смотрю, нахуй. Только вот Мидзуха, Годами уже она как правша. будто. Стукер Мидзухи бросил вызов Бессмеру. Наша битва в этой эпохе окончена. Пошли со мной! Ты большой молодец. Бессмеру удалось вернуть Мидзуху. Эпизод 20. Сосуществование. Блин, как вкусно-то, с ума сойти! Кстати, а какие тут специи? Не подскажешь? И спрошу у дедушки. Мидзу, держи. Угощайся. Голодная ведь? Спасибо. Я договорюсь со школой о том, чтобы Мидзуха смогла вернуться. Большое спасибо. Мальчик не побоялся выпить воду, зараженную стукерами. Юки, за мной. Бессмер, что такое? Сатору, ты тоже. Юки проглотил стукера. Достань его, пожалуйста. Я против! Почему? Потому что не хочу. Но ведь это опасно. Он может подчинить тебя, если захочет, а то и хуже, убить. Пожалей себя. Я это все знаю. Так почему? Мы будем сосуществовать. А это нельзя будет сделать после того, как мы вытащим его из тебя. Ты ведь видел, как такая же тварь поработила Мидзуху. Он в любой момент может подчинить тебя. Нет, не может. Ну а мне и так нормально. И все же... Нам не следует вмешиваться, раз юноша желает иного. Такие дела. Пока. Юки! Я, пожалуй, тоже пойду. Стой! Мальчик беспокоит меня. Я вернусь завтра.
Ну так вот, я вчера вечером во второй раз подарил Мидзухе наш фотоальбом. А в ответ она улыбнулась и поблагодарила меня. А потом вы соприкоснулись руками? Да. И ты признался в любви? Смелости не хватило. Ничего страшного, у тебя еще есть время. Что обсуждаете? На что есть время? Ну, как тебе объяснить? Его у меня достаточно для того, чтобы подарить подарок на день рождения. Мне? Глава! Так же нечестно! А вот и оккультисты! У нас к вам разговор! Ах, дамы, я согласен на свидание. Размечтался, у нас проблемы. Что-то случилось? Учителя считают, что это мы вчера заварушку устроили. Я уж не знаю почему, но на камерах ничего не осталось. Полиция же настаивает, что это вы баловались. Думаю, на днях придут расспрашивать. Вы уж придумайте оправдание, а не то рискуете вылететь из школы с треском. Что? Нас арестуют? Чтобы этого избежать, мы думаем в кафешке все обсудить. А вас в школе давненько не было. Нужно на всех одну историю состряпать. Тебя это тоже касается. Ты ведь напрямую завязана с этими стукерами. Но у меня комендантский час. Тебе плевать, что бессмера могут повязать? Вовсе нет. В кафешку, да? Знаю я одну. Там сезонная парфе с манго. Комбо со стейком. Ну что, договорились? Фу. Ну ладно. Я бы от пиццы не отказалась. И я тоже. Наверное, стоит Бону позвать. Да и Сатору тоже. Сегодня мы получили новые сведения о пожаре и массовом гипнозе в школе Минамото. Как удалось выяснить полиции, кто-то удалил все видеозаписи с камер во время происшествия. Основной версией считается преступление с неясными мотивами. Ужас! Какой кошмар! Кто же мог так поступить? Ты что ли? Угу. У полиции ничего толком и нет. Думаю, эту историю очень быстро замнут. Не знаю, мне кажется, одного этого мало. Говорят, полиция решила разыскать поджигателя. Слушай, а чего не стер воспоминания всех, кто был тогда в школе? А он такое умеет? Наверное. Ведь нас он как-то полностью обездвижил. Сможешь повторить? Могу, но не хочу. Удаление воспоминаний повреждает Фай. А это, по сути, убийство. Впрочем, прежний я, наверное, так бы и поступил. Неужели это и правда черныш? Неужели? Сатору! Нам пора домой. Вот он где! Сатору! Деда, Я о вчерашнем поговорить хочу. Минутка не найдется? Твоя подруга? Ага. Прости, девочка, но нам уже домой надо ехать. А у нас на носу встреча на тему стукеров. Стукеров? Это еще кто? Не переживай. Все будет хорошо. Чего? Отлично, как договаривались. Мы прибыли за вами по указанию господина Бона. Прошу. Отлично, поехали! Деда, мы в кафешку. На нас ужин можно не готовить. Чего это на них нашло? Ребята, предлагаю назвать эту операцию «В тюрьму мы не хотим». Ни доли фантазии. К обсуждению приступить. Первым делом нам нужно выработать единую версию на всех. И для этого я подготовил сценарий. Чего? Когда только успел. О, вы уже начали? Опаздываешь, Бессмер. Здравствуйте, Бон. Мы первыми приступили к еде. Я дома. С возвращением, мама. Как прошел день? Много болтала с друзьями. А что с дедушкой? Ты же была в больнице? Ага. У него ничего серьезного. Помощь оказали вовремя, так что скоро выпишут. Правда? Здорово. Ты его простила? Нет. Но постараюсь это сделать. Пусть и придется потратить несколько лет. Решила наклеить фотки на стену? Угу. Пусть украшает их. Это ведь доказательство любви. О, мама, папа, смотрите, какая большая сегодня луна.
Ого, и правда ведь. Ну что, Мидзуха, как ты себя чувствуешь? Ну, вроде неплохо. Терпимо. Правда? Это большой шаг вперед. Отлично. Еще один день без странностей. Замглавы! Мы закончили макет нового номера журнала. Молодцы, быстро управились. Ты уверен, что хочешь это опубликовать? Ага. Начнем с преступницы. Это была одна из бешеных поклонниц Бессмера. Она пришла в школу в костюме, а его как раз не было. Ну, разозлилась и пробила водяную бочку. А вы откуда знаете? Она сама так сказала, как раз когда вы заснули. Это единственный мотив? А еще она нашу школу ненавидела. Поэтому Танари взялась за лук? Бешеная, правда? Но злодейка выжила из-за бронежилета. Поэтому мы ее жгли, взрывали, травили и убили. Жалеть не о чем. Минуточку! Почему вы сразу взялись ее убивать? Что мы могли? Нам показалось, что вы все умерли. Крепись. Минуточку. Насколько я помню, Танари взялась за лук еще до того, как мы потеряли сознание. Так преступница нас предупредила. Одна известная личность среди поклонников Бессмера. Поэтому в тот день мы с Аоки вместе защищали его у меня дома. Понятно. А откуда вы лук-то взяли? В секции по стрельбе из лука. Что-то я у них таких не видела. Так это из личной коллекции? Чьей? Приведи сюда владельца. Так выпускник же. Жду его у себя. Здрасте, я выпускник. Ты наш работник, блин! А еще вчера на ТВ засветился и говорил, будто ни о чем, а сам явно впутан в это. Воистину, я Боншьен Николиля Тести Пичуралис. Не стесняйтесь, возьмите автограф. Глазам не верю. А еще взрослый называется! Ты зачем детишкам головы запудрил? Мои драгоценные ушки! Это глупая ошибка, мадам! Достаточно, учитель! Аоки? Я расскажу всю правду. Вот что случилось в тот день. Мы здесь все записали. Юки. Ну-ка, ну-ка. Преступники, целая армия захватчиков из космоса стукеров? Какой кошмар. Неужели ты не понимаешь, что у меня нет времени на игры? Есть лишь один способ найти пришельцев, признать их существование. Пожалуйста, доверьте это дело нашему кружку. Мы должны найти общий язык с инопланетянами. Ой-ой-ой-ой-ой, отпустите! С возвращением Мидзухи прошла неделя. Бон сделал так, что никого из нас не арестовали. Вот только стукеры потеряли своего лидера, но сами все равно остались. Судя по тому, сколько уже прошло мимо, меньше их не стало. Мы, конечно, сказали им убираться, но, наверное, нас еще ждут встречи со всякими гадами. Все хорошо? Люди от них не отличаются. Среди нас тоже бывают убийцы, но большинство плохого не делает. И нам надо ориентироваться на это. А будем только плохое думать, так и ни к чему и не придем. Совершенно верно, Юки. Мне, признаться, нравится ход твоих мыслей. Телевидение, радио, журналы. Неважно как, но я хочу просветить людей. Нужно показать, чем стукеры хороши. Глядишь, если человечество их примет, они тоже сразу подобреют. Ну, то есть ты не против, что стукеры могут управлять людскими телами? Скорее, считаю, что рано делать выводы. Сначала нужно их понять. Эй, я здесь! Хиротоши? Я от отца съехал. Теперь буду один жить. Снаружи про стукеров не поговоришь. Вот мы и решили забуриться к Хиротоши. Здравствуй, Мемори. Ты ведь сестричка Сумики? Мити, полностью слившаяся со стукером, ее сюда я пригласил. Мне не хочется с вами враждовать, но для этого надо понять. Расскажешь все с самого начала? Угощайтесь. Все же не стоит. Мити старается жить как человек. Ничего, я расскажу. Сначала все говорили, что внизу злыдни, и что с ними нужно разобраться. Сперва было непонятно почему, но потом стало ясно. Злыдни ловили наших собратьев и забирали в кукол. И внутри них они познавали боль, страдания, а потом возвращались назад. Вот мы и хотели спасти своих.
Поэтому я тоже спустилась в место под названием Ренрил. Правда, меня тогда сразу же убили. А когда вернулась наверх, меня научили, что можно выжить, если стать маленькой. Поэтому А кто тебя этому научил? такие же, как я, мои собратья. Правда, один из нас знал людей лучше других, и мы к нему прислушивались. Наверное, тот, что жил с хранителями. Скорее всего. И вот он нам говорил, что нужно сосуществовать. И что нам следует жить, как это делают люди. Погоди-ка, а к чему это приведет, вы не обсуждали? Вас убедили, что это безвредно? Тише, 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 успокойся, Бессмер. Мы хотели поселиться в людях и остаться в них навсегда. А что будет потом, нам не рассказывали. Погоди, вы хотите заменить собой всех живых существ на Земле? У вас такая великая цель? Я не знаю. Но Бессмер пробудился, и он умеет воскрешать мертвых. Стукер, сидевший в меморе, попытался его уничтожить, но не смог. Тогда они решили убрать Черныша. Но и это у них не получилось. Лидер Стукеров, сидевший в Мидзухе, исчез. Но тот, кто был в ее отце, сказал, что это не конец. Я точно знаю, что они еще чего-то задумали. Так нужно придумать, как с ними бороться. И я должен понять, что могу сделать. Нам остается только искать, как провести здесь оставшееся время. И я хочу стать настоящей Мити, чтобы Сумика и Тамори не грустили. То есть собираешься жить тихо и мирно? Да. А как же ваша изначальная цель? Я страшно удивилась, когда попала в тело Мити. Когда Сумика и Тамори заулыбались мне, я почувствовала неведомые эмоции. Я дорожу ими и хочу сохранить. Пусть даже они неразлучны с болью. А я был бы рад тебе помочь. Пожалуйста, позволь мне сделать вашу жизнь лучше. Мити. Я завидую Юки. Он понимает, чего хочет и что ему нужно сделать. И его идеалы предельно просты. Но я не представляю, чем смогу помочь, если все пойдет наперекосяк. Зря. Все, что обладает плотью, включая Стукеров, подчинено нам. В смысле? Заполучи меня, Бессмер. Как это заполучить? Что за глупости? Это не шутка. Я именно для этого тебя и растил. Ты должен стать сильнейшим живым существом этого мира. Погоди, о чем вообще речь? Что значит заполучить? Я передам тебе все свои способности. И тогда Стукеры, как и весь мир, окажутся в твоей власти. Первой станет сила творить материю из ничего. Ты сможешь создавать все, придавать вещам любую форму и даже двигать их. Причем и живых существ тоже. Все, что существует вокруг нас, происходит от меня. Я творил, освобождал и помогал развиваться. Все это принадлежит мне. И на все я могу влиять. В нашем мире материя сильнее Фая. А потому и Стукеров раздавить будет несложно. До тех пор, пока материальные, победить меня они не смогут. Я передам тебе эту силу. Погоди! Насколько я понимаю, чем меньше Стукер, тем сложнее его найти. Да. И чтобы отыскать их, нужно подобраться поближе. Это из-за того, что я в таком теле. Но ты говорил, что мы проиграли войну. Ну так ведь иначе было бы скучно. Что? Ты удивлен? Только те, кто привязан к всему миру, могут здесь выжить. Если бы я даровал тебе силу сразу, ты бы никому не привязался и никого бы не спас. Сперва мне нужно было взрастить в тебе привязанность. Успокойся. Если не хочешь смотреть, как умирают друзья, останови старение их тел. Я с людьми такого не пробовала, но кто запретит тебе? Ты ведь всемогущ. А я могу вернуть к жизни тех, кто уже испустил свой последний дух? Ты хочешь воскресить людей, что отправились в рай? В том мире нет материи. Насильно Фай сюда не перенесешь. Впрочем, кто тебе мешает хотя бы попробовать?
Видимо, я поторопился с открытием ему тайны о материи. Впрочем, нет. Это вполне ожидаемая реакция. В следующий раз сознание не потеряет. Бессмер. Я могу подождать еще 3 года. Возвращайся ко мне, когда решишься. И тогда ты займешь мое место. Нихуя себе. Бессмер, прости, задержался. Где стукеры? Гугу, с ними уже помощь не нужна. Неужели... Бессмер, не умирай, ты же еще жив. Пожалуйста, очнись. Он со вчерашнего дня был в обмороке. Что случилось? Хвала небесам, ты жив и здоров. Наконец-то я смогу прибраться. Любит же он в отключке полежать. Ну, не начинай, Танари. И тогда ты займешь мое место. Неужели я стану чернышом? Помоги, Гугу. Бессмер? Понятно. Тут, в принципе, все ясно. Черныш предлагает тебе стать богом. Ну или дьяволом. Но у тебя ведь есть право выбора. А то ведь если станешь на все способен, будешь должен и за все отвечать. Но не обязательно. Но за стукерами, небось, придется постоянно приглядывать. Ну да, но я этим и так уже занимаюсь. Почему бы просто не запечатать этих монстриков, если есть возможность? Помощь ему, блин, понадобилась. Бессмер всегда такой, и хорошо. Пусть лучше так, чем молчать. Не знаю почему, но мне чего-то страшно тревожно. Вот и стало интересно, что вы об этом думаете? Тогда я начну. Я против. Ты не обязан следовать желаниям черныша и мучиться. Поддерживаю. Мы вообще сможем быть с тобой, если станешь богом? Я тоже скорее против. Начнешь больше чувствовать, придется и чаще страдать. Мне не хочется, чтобы ты снова спал подолгу, как раньше. Я, наоборот, за. Тем более, раз только ты это и можешь. А последствия неизвестны. Вон. Ты серьезно? А вдруг с Бессмером что-то случится? Тогда я всеми силами буду его поддерживать. Если, конечно, возьмется. Я считаю, что Бессмер должен сам решать. Мне плевать, что ты выберешь. Лишь бы самому потом жилось легче. Ошка? Ты права, Ошка. Я тоже хочу жить с вами всеми. Беся, поступи так, как сам хочешь. Я все равно всегда буду рядом. Мочи. Ну, раз у тебя 3 года в запасе, решать прямо сейчас ни к чему. Забудь мои слова, Мачи верно сказала. Я тоже согласен с Мачи. Ребята, какие же вы добрые. Я согласен лишь с собой. Братик, ты сегодня дежурный по покупкам. Ой, забыл. Давай с тобой схожу. К слову, будь я на твоем месте, наверное, бы принял силу. Почему? Но я всегда за то, что будет интересно. С чего ты взял, что так и будет? Даже если ошибусь, все равно продолжу наслаждаться жизнью. В смысле? Но при этом, Бессмер, мне кажется, что у нас и так уже все есть. Я обыкновенный человек. Еще лет 60 и помру. А если стукер внутри меня начнет буянить, могу умереть даже раньше. Впрочем, я этого не допущу. Я хочу показать этому созданию, что не несчастен, и тело свое не отдам. В общем, если сумею дожить до старости и спокойно умереть, тебе придется признать, что наступили мирные времена. Ты уж будь добр, оставайся со мной до самого конца. 60 лет предлагаешь ждать? Я же срок пропущу. О, уже эндинг. Тоже верно. Озвучено проектом Анилиберти в 2020. Чё, Олег, тут вот будем досматривать 2 последние серии, блядь. Я бы просто отказался бы, я не знаю, пошел бы отдыхать. Я уже все нахуй. Делай, бля. Ладно. Ща, я тогда схожу. Не, делаем, но я тогда схожу поссать. Похуй, блядь, завтра воскресенье, блядь. Ща нахуй. Я
Мне просто кажется, я знаю, чё у меня нахуй с прической, блядь. Уебище. Мне кажется, я знаю, к чему это приведет. Будет, короче, концовка. Скажут, типа, ну, авторы, типа, сделают так, что, типа, блядь. А вот знаете что? А нам не нужен бессмертный в виде бога, потому что, типа, слишком большая ответственность. Он, короче, испарится, все стукеры испарятся, и останется в мире нихуя, типа. Пускай сами люди решают, и все. Типа, если стукерам заебись быть людьми, они будут людьми, и это, типа, станет болезнью, которую, ну, типа, не видно. Все будут жить, как жили, блядь, без богов, без нихуя, типа, и все. Типа, и станет, ну, типа, такой же мир, как наш, типа, блядь, ну, типа, реальный, блядь. Что там эти все стукеры нахуй не нужны, бессмертный нахуй не нужен. Типа, вот без них заебись, типа, можно всю эту хуйню убрать, короче, и там никаких войн не будет, типа, блядь, проблемы не будет. Типа, надо убрать два фактора, это убрать стукера и убрать бессмертного, и все. И, короче, нихуя не будет. Вот мне так кажется, что будет, все, блядь. Смер пожелал избавить тело Юки от затаившегося в нем стукера. К сожалению, мы будем сосуществовать! Заполучи меня, Бессмер. Ты уж будь добр, оставайся со мной до самого конца. Бессмер никак не может принять решение. Эпизод 21. Пусть так будет и впредь. Ну, блин, я вообще не знаю, как быть. Хосабеюшка, а ты уже решила? Да как сказать, думаю еще. И интересно, а куда Мидзуха пойдет? А, все с тобой ясненько. Слушай, ты в какую школу пойдешь, а? Я подумываю о старшей Каванами. Она ж элитная и в другой префектуре. В принципе, неудивительно. Да блин, как же так? Мне туда в жизни не Блядь, попасть. плюшевые Может, лучше гантели. захолустную какую, Бычок а? ебаный. Юки, если что, ты это вслух сейчас сказал. Ой, правда? Притворитесь, что ничего не слышали. Ага, как же сейчас? Что такое? Куда-то собрались? Обсуждаем, куда после выпуска пойдем. А какие планы у тебя, Бессмер? Бездельничать? Честно говоря, не знаю даже. Но Бон точно что-нибудь придумает. Так не пойдет, Бессмер. Твоя жизнь, тебе и решать, как ее жить. Беся, поступи так, как сам хочешь. Да, я понимаю. И тебя это тоже касается, Юки. Мы уже через полгода выпускаемся. Давай уже, берись скорее за ум. Знаю я, но как это сделать? Ты же не хочешь, чтобы Мидзуха переживала, когда выпустится одна? Вспомни, чего еще не сделал. Все перепробовал, что хотел. Оккультную газету еще не дописал. Секс. Оккультисты, общий сбор! Вперед, Хиратоши, за интервью! Настало время дописать статью! Есть! Я не об этом. Надо бы и мне решить, что делать дальше. Стоит ли наследовать силу Черныша? Или остаться собой? Ну а я, наоборот, за. Ну да, если брать в расчет только хорошее, то тут и думать нечего. Но не все так просто. Я же до сих пор так и не смог понять, что именно меня тревожит. Привет, лошадь. Ты бы, наверное, Привет. сказала поступать, как считаю нужным. Привет, Кстати, лошадь. я придумал тебе имя. Хочешь быть Тофу? О, не понравилось? А если Аниндофу? А как насчет Моти? А рисинка? Капусточка? Фасолинка? Ай! Какая же ты капризная. Я больше ничего белого и не помню. А? Это ведь та штука, которую Черныш сделал. Не двигается? Умерла?
Черныш, ты говорил, что можешь делать все, что угодно. И то, что вообще-то всемогущий. Отвечай, почему тогда эта штука умерла? Как это вообще так вышло? Ты же мог создать всех бессмертными, как когда-то меня. И тогда бы никому не приходилось мучиться и умирать. Фарон и Пиоран бы выжили. Тоже мне всемогущий. Ты прав. Я дал этому созданию глаза, но не рот с носом. Оно было слишком слабо. На вопрос мой ответь. Зачем ты нас мучаешь? Тебе от этого весело? Вот только это не вопрос, а обычные жалобы. Если что-то не нравится, создавай существ иначе. Таких, что не умирают, и таких, что не страдают. Таких, кто способен на все и может стать кем угодно. Это вполне в твоих силах. Пошел вон, здесь тебе не рады! Сатору, нечего с ним сидеть. Прости уж, что создал несовершенное создание. Но мне оно казалось идеальным. Вот, думаю, так мы сможем достучаться до публики. Мити, если не сложно. Нихуя себе. Простите, задержался. Чем вы тут занимаетесь? Мы тут думаем, как стукеры могли бы помочь человечеству. Например, люди, у которых отказали ноги, смогли бы снова встать. А еще можно отращивать потерянные конечности. Ну а уродцы вроде меня переродятся красавчиками. Сомневаюсь, что это возможно. Что? Почему? Боюсь, все, что нам по силам, так это растягивать конечности и делать крепче мускулы. А вот создать что-то из ничего едва ли сумеем. Очень жаль. Увы, чтобы сделать что-то сложное, нам придется сначала эволюционировать. Печалька. В принципе, мы сможем поменять сосуд, если Бессмерть даст о нем информацию. А что подразумевается под информацией? ДНК, наверное? ДНК. Ах, какое чудесное слово. Аж дух захватывает, да, Бессмер? Ой, прости. ДНК — это, по сути, чертеж человека. С его помощью можно воспроизводить живые организмы, как это делаешь ты. За рубежом вроде бы даже эксперименты проводили. Не помню, чем все закончилось. В новостях говорили, что клон умер. Хотя, может, соврали. Было бы здорово успеть до своей смерти встретить клона человека. Погоди, а разве клонирование не запретили? Помнится, церковь Беннета выступала против подобных опытов. Все эти разговоры потеряют смысл. Нам не придется думать о смысле жизни для стукеров. Я смогу восстановить лицо Гугу. А Хайра смогу подарить нормальные зубы. Но Аошка наверняка заговорит. Многие люди встретят тех, кого потеряли. Например, Танари и ребят с Джананды. Ну а Мачи Парону. И, конечно, своих маму с папой. Я смогу вернуть близких и друзей. Они сумеют продолжить свои жизни. А сам я вновь увижу его. Джоан. Нет. Я в тот же самый миг перестану быть собой. Я сразу же обращусь никем. Стану похожим на Черныша. Дорогие девятиклассники, поздравляю вас с окончанием средней школы. Никто газету читать не стал. А мы ведь приклеили фотодоказательства. Ну да, ребята подумали, что это паранормальная чушь. Видимо, оккультный кружок на нас и закончится. Ну да, новенькие к нам не пришли. Ты ведь хочешь А мог бы стать имбуем? исполнить чужие мечты, Бессмер. Аоки! Ты куда Бессмера спрятал? Свалите! Мне нечего сказать дурам, оскорбившим оккультный кружок. Вам что-то нужно? Бессмер! Я буду скучать, когда ты выпустишься. Я люблю тебя. Подарите его на память. Извините, я не знаю, что можно подарить. Вот это! Вторая пуговичка! А теперь валите! Тьфу ты, вот же порочные создания. Да ладно, их можно понять. Ну да, Бессмер тут последний день. Кстати, глава, что ты решил? Что? О чем вообще речь? Я про Мидзуху, конечно.
Я тебя люблю! Мидзуха, давай встречаться! Слушай, извини. Не бери в голову, парниша. Лошара. Что? Рикуэ? Ого, давно не виделись. Привет. Я уже как новенький. Ты ведь готова со мной встречаться? Что? Нет, спасибо, не хочу. Но со мной! Лучше со мной! Как насчет меня, Мидзуха? Черт, как же она меня все-таки бесит. Ну вот, все кончено. Любимая меня отвергла. Кружок наш закрывается. Ничего вообще у меня не получилось. Ну вот, бездонный оптимизм Юки все же исчерпал себя. Это же последний выпуск нашей оккультной газеты. Кто его размножил-то? Ой, а что это падает? Что это? Оккульт Вести? Забавно. Юки! Знаешь, я принял решение. Что? В смысле? Я понял, чем займусь. Анонизмом. Здравствуйте, с вами Нона. Так вот, я Стукер. Сейчас покажу, что умею. Похоже. Фейк, явный фейк, тут и думать нечего. Здорово, что дали оплачиваемый отпуск. Как у тебя дела в мастерской? В сравнении с тем, как было раньше, прибыли почти никакой. Разве что любители порой заглядывают. Да уж, тяжело. А я, кажется, не вписываюсь в современный рынок труда. До сих пор занятия ищу. Бессмер вроде вместо учебы помогает Гугу в магазине. Мы уже 3 года живем в этом городе. Как думаешь, нашли тут свое место? Привет, Мейрон. Ей наконец-то дали имя? А что, звучит неплохо. Бессмер хотел романчиком назвать, но Айка взбунтовалась. Пришлось мне придумывать другой вариант. Понятно. Мы дома. Вставай! Нечего валяться! Чем ты занимаешься, миссар? Как видишь, я просто лежу. А ты не лежи! Девочки! Хватит дядьку пинать! Пойдемте газировку пить! О, Кай, Хайро, с возвращением! Твои подружки, Мачи? Извините, они у нас с ночевкой сегодня останутся. А это что вообще такое? Стукер игрушка, которую братик в городском магазине заказал. Одна штука 888 йен, а подушечки идут по 1888 У вас йен. тут целый бизнес? Ага, продаем игрушки онлайн. И что, в коробках тоже они? Никто не покупает? Наоборот, наши игрушки на ТВ засветились. Мы кучу денег заработаем. В последнее время все только и говорят о стукерах. Фу, не напоминайте. А мне нравится. Они довольно известны среди любителей городских легенд. У меня даже подушечка с ними есть. Это так волнительно, что создание нарисованной в 500-летней книжки на самом деле существует. Мир понемногу начинает замечать стукеров. И все благодаря стараниям Юки. Что поделать, такая вот у него мечта. Как жаль, что нам до сих пор никто не верит. А вот и я. Чего обсуждаете? Привет, Бессмер. Мы говорили о том, как стукеров приняли в интернете. Помнишь же, что мы на своем канале показываем миру стукеров? В последнем видео, например, пробовали ловить рыбу на палец. Реакция-то в целом хорошая, но все уверены, что это просто спецэффекты. Что? Люди очень хорошо приняли Нону. Но скорее за характер, чем за то, что она стукер. Ну а что поделать? Люди считают, что они выдумка, как призраки и криптиды. Жаль, я не могу связаться со стукером, что сидит внутри меня. Мы бы тогда подружились и снимались под псевдонимом Накермена. Круто звучит. Только доверие это нам не добавит. Похвалят за графон и все. Ну да. Просто мне хочется объяснить людям, что они настоящие. Странная игрушка, правда? Мне ее на работе дали. На монстрика похоже.
Что? Ну, да. Кстати, ты же сегодня к друзьям собиралась? Тамори не знает, когда Блядь, вернется это из школы. она? А у меня встреча с друзьями. Я думал, Так это что он. обязательно возьми ключ. Это она, Ага. блядь. Ну все, я пошла. Ой, Что такое? забыла! На завтра ничего не планируй. Съездим за подарком Сатору. Да, Ты не разбилась, Мити? Больно ударилась? Ничего не сломала? Что? Нет, все хорошо. Нет уж, так не пойдет. Пошли в больницу. Все хорошо. Вот, и смотри. Ладно, пока. Что? Подожди! Вот же оторва. Даже не верится, что раньше много болело. Хотя, наверное, это к лучшему. Ну да. Ключ! Мити, ты ключ забыла! Ну вот, я так и думал. Куча комментариев про то, что хотят увидеть лицо Нону. Ну и что с того? Почему бы их не порадовать? Давайте покажем Мити без маски на камеру. Тогда, глядишь, все поймут, что она настоящая. С ума сошел, Хиротоши? Забыл, что ли, почему она скрывает лицо? Юки прав. У Мити даже родные не в курсе, что она стала стукером. Привет, как добралась? Мы тут как раз о тебе говорили. Короче, тут такое дело. Может быть, согласишься посниматься без маски? Ой, а я не настаиваю, понимаю, что ты против. Ну да, Сумика с сестрой ведь не знают правды. Настоящая-то давно уже умерла. А ты просто стукер, занявший ее тело. Я готова. Я раскрою себя, как стукера. Ты уверена? Зачем? Нельзя. Представь, как больно и обидно будет близким Мити. Я уже не говорю о том, как отреагируют остальные оставшиеся на земле стукеры. Как бы ни начали буянить. Я хочу, чтобы люди приняли стукеров, какими они есть. Поэтому не хочу, чтобы ее близкие плакали. Да и саму ее подставлять под удар тоже. Может, хорошенько накрасим и наряд подберем необычный? Нет, я хочу показаться именно такой, какая есть. Прямо так? Я не против, если Сумика узнает правду. Мне бы хотелось, чтобы меня приняли такой, какая я есть. Я устала жить во лжи. Нет, не подумай. Я не воришка какая. Мимори, за дверью кто-то был? Да вот, девушка попросила передать ключик. Это же мой. Голос знакомый. Это не Сумика была? Неужели она нас слышала? Мити! Сумика! Сумика! Прости меня! Ты все слышала, да? Не понимаю, о чем ты. И не знаю, что ты такое. Сумика! Я не твоя, Мити! Я стукер! Прости, что обманывала. Я давно хотела рассказать. Сумика! Ой, жуть! Как страшно-то! Пойдем скорее домой. А женщине похуй, стукер, не стукер, блядь, Это поебать. я, Нона. Вот какая я на самом деле. Вы, наверное, уже знаете, но я и правда стукер. В старых легендах и сказках мы выступали врагами человечества, но сейчас все изменилось. Нам, стукерам, больше ни к чему враждовать с вами, людьми. А все потому, что окружающие открыли нам глаза. Они научили, что мы можем стать как вы. Вкуснятина!
Поэтому я бы очень хотела, чтобы мы остались друзьями. Я так рада, что увидела твою улыбку. Милашка, не надо прятать лицо. Спасибо, что поделилась. Я тебя теперь еще больше люблю. Мы за тебя горой, Нона. Оставайся нам другом, Ноно. Рада за тебя, Нона. Спасибо. А я вот не уверен, что нам стоит с этим мириться. Что случилось? Вы чего тут стоите? Садитесь за парты. Мы не можем. Там ведь Митя. Ой, не совсем. Там Стукер Нона сидит. Какой Стукер? Но вы разве не дружите? Папа сказал не приближаться к ней, а то мало ли чего она еще выкинет. Мити! Ну да, мы вроде бы можем с ними общаться. Но как же зараженный человек? Он ведь по сути заложник Стукера. Знаете, чего я боюсь? Как бы популярность этих созданий не скрыла за собой их опасность. Приветики! Ты ж Стукер, да? Уделишь нам пару минуток? Мы твои большие поклонники, Нона. Вот только по телевизору говорят, что Стукеры — это опасные монстры. А если это так, разве мы можем тебя отпустить? Признайся, опасно это или нет? А то у меня 3 IQ по боевым искусствам Кацуямы. Забули. Хочется тебе нас убить или нет? Опа, злится. Врубай камеру. Опа, злится. Смотрите внимательно. Мы нашли для вас Стукера. Не связывайся с ними, Ноно. Пойдем. Залезай. Говорящая тёлка. Офигеть! Записывай! Все хорошо. Ну дай ты нам интервью! Спасибо! Мы твои фанаты, правда! Пиздец. Притормози! В эфире Нона! За мной какие-то странные люди гонятся! Мне Блядь, очень страшно! что? Чего? А почему ты не побьешь Ты их? ж Стукер? Так пореши, гада! Все нафиг, отписка. Писка, блядь. Репорт. Беги скорее, Ноно! С этими дураками я сам разберусь. Сюда, 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 сюда! Это что за альтуха? Желаю удачи. Я буду за вас драться. Кайф! Вы просто нечто! Повезло! А теперь валите оттуда скорее! Держись, Нона! И ослу желаю удачи! Служила удачи. Мне и так хорошо. Аж нахуй ты нахуй на украинском мове начал говорить, что ты, блядь, раскрыл Озвучено себя, проектом Олег, да? Liberty в 2025 году для бесплатного домашнего... Все-таки вот кто был с украинским айпишником, а не Lost. Все, блядь, раскрыл себя, блядь. Поймав за яйца, блядь, так как говорится. Все, ЦК приняли. Ну все, Олег, блядь. Хули не на державный тогда мовы базаришь. Ничего не получилось. Шо, охуев? Блядь, а что за опенинг такой ебаный? Конченый опенинг. Эпизод 22. К бессмеру. С днем рождения! Ну что, какие у тебя новости? Проблем нет? У меня все впереди идет первая глава моей жизни. Мидзуха, между прочим, лучшая по математике и физике. Я аж горжусь, что в одной школе с ней училась. Касаба, ты с ней в одном классе? Ну О, да, ебать, чудом а сколько попала. лет прошло, блядь? Мидзуха, ты, наверное, и в универ технически пойдешь? Возможно. А ты, Хана? Я подумываю воспитательницей стать. Правда, не знаю, получится ли. Для этого надо на фортепиано играть. А я и не умею, и пальцы короткие. На фортепиано? Мидзуха, ты же вроде умеешь? Что? Научи, Последняя пожалуйста. серия, блядь, Ну, между как прочим. представится случай. Прости, задержался. Ты меня напугал. С днем рождения, Мидзуха. Что хочешь в подарок? Только скажи. Что-то мне не нравится, как легко ты это говоришь.
Ничего себе, Бессмер. Меня вроде и предупреждали, но ты совсем не изменился. Вот-вот, нечестно, правда? Обидно, что только нам стукнет 18. Кстати, а Юки сегодня не Нахуй будет? на фортепиано играть учителю. Надо было кое-что сделать, Он- вот и задержался. С днем рождения! Ох, Ох, прикол. 18 лет уже, и ты все так же прекрасна. Спасибо. Давно не виделись, Юки? Кстати, а кто это с тобой? Что? Я, конечно. Кто же еще-то? Ну так что, Юки уже нашел себе девушку? Не, у меня на этом фронте все очень плохо. Да и роликами занят по самые уши. Кстати, я подписана на твой канал. Тот, что про стукеров. Мы с ребятами с ног валимся. Не сдавайся. Все свершения впереди. Ну да, это правильно. Я буду стараться. Юки, блин, можно потише? Фига, у них тут пивасик Только есть. не говори, что ты хочешь заказать. Алло, миссар, что случилось? Бон, он в телестудии. Нихуя она плотно Прекрати, кинула. говорить никак нельзя. Чего? Опять без денег остался? Я их тебе печатать не буду. А не то Айка опять ругаться будет. Все, пока. Алло? Что, любимый цвет Сатору? Черный же? В смысле он не миленький? Ну раз не миленький, решай тогда сама, Сумика. Все, пока. Миссар, я не буду делать тебе деньги. За билет на массаж плеч? Обойдусь, блин, счастливо. Какой ты стал занятой. Я будто мальчик на побегушках. А ты чего? Пришла сказать, чего хочу в подарок на день рождения. Ясно. И что же? Слава, Какие? скажи мне, я понял. В смысле? Я просто хочу, чтобы ты сказал мне это. Только их и больше ничего. Ты меня будто пытаешься во что-то втянуть. Займу у тебя 10 минуточек. Хорошо? Хорошо. Сегодня я попрощаюсь с вами навсегда. Я уеду за границу. Ёптая женщина. Теперь, когда люди узнали о стукерах, многие заинтересовались хранителями. Мы скоро откроем офис за рубежом. Правда, дело не только в этом. У нас очень много последователей. И я бы хотела вместе с ними попытаться решить проблему стукеров, о которой все говорят. Мне кажется, таков мой долг. И я не шучу. Я ведь знаю о них правду. И надеюсь построить мир, который будет тебя радовать. Поэтому и хочу уйти без предупреждения. Самолет уже завтра. В общем, сделаешь одолжение? Не объясняй пока ничего ребятам. Ты ведь все равно будешь знать, где я. А мне на их грустные лица смотреть не хочется. Так мы же всегда можем поехать. Ты понял? Я понял. И не надо меня проведывать. Просто чувствуй, что я есть. Знай, что я живу где-то в уголке этого мира. Помни, что на свете была милая девочка по имени Мидзуха. Я понял. Ну и да, последняя просьба. Можешь закрыть глаза? Секунд на 30. Ой, блядь. Типа... типа съебалась. Стоит такой, стоит, нахуй там стоит, блядь. Ладно, это неплохо было. Он такой проверил, типа, где он ныкается. Ты где пропадал, Бессмер? Кто там тебе звонил? Кстати, а где Мидзуха? Потом до серии. Ой, Мидзуха, бля. куда же ты уехала? Ну все, не реви, Юки. Я смонтировал ролик. Проверьте и запущу. Тебе нравится? Кого, модельки делать? Мне материалы дал друг из интернета, который завязал с этим хобби. Ну, а я попробовал и сразу же затянуло. Вот сейчас доделаю город, а потом буду в нем чудищ фоткать. Ой, а хочешь тоже попробовать? Нет, я с такими развлечениями уже закончил. Надо же, так ты, оказывается, опытный. Ну, захочешь снова, скажи. Отлично.
Бессмер, наверное, нам пора. Хорошо, дальше мы сами разберемся. Ага, спасибо. Буду тебя ждать, Черныш. Ага. Ну что ж, Нуна, прости за будущие хлопоты. Ничего, я помогу. А что-то намечается? Я пришел попрощаться в последний раз. Вы уж позаботьтесь о Бессмере. В смысле? Почему в последний? Это последний день, когда я еще остаюсь собой. 3 года прошло, я понял. Завтра будет 4 года, как я попал в это тело. 4 года, как я здесь живу. Завтра я утрачу все, что делает меня собой. Во-первых, силы чрезмерные для человека. Во-вторых, память о том, что я ими пользовался. А вас я тоже забуду. Останется только память, которая может быть у человека Сатору. И даже если вы постараетесь мне все напомнить, в ответ я буду лишь удивленно смотреть. Капитан этого корабля сходит на берег. Отныне вы можете жить, как вашей душе угодно. Так вот, о какой свободе ты мне как-то рассказывал, да? Больше тебе, Бессмер, не придется плясать под дудку дьявола. Было бы интересно послушать что-то такое, пока ты еще помнишь себя. Получается, все эти годы, столетия ты хотел стать обычным сопливым пацаном? Если так, то вкус у тебя отвратный. Тебе ничего не стоит стереть свою память? Неужели в мире стало настолько спокойно, что ты можешь просто исчезнуть? А что же нам отныне делать? Что, если стукеры опять взбунтуются? А если Бессмер впадет в долгое забытие? Что, если в нас самих сидят стукеры? Их ведь даже Бессмер не может заметить. Вдруг они захотят нас убить? Бессмер осознавал это, когда решил им довериться. Именно поэтому он и не стал наследовать мою силу. Или я не прав? Прав. Я все понимаю, но все же... Я понимаю твои тревоги. Но что вы на самом деле хотите? Жить как можно дольше? Или, может, уничтожить всех стукеров? Чем бы вы ни занялись, счастливыми можете и не стать. Юки, принеси. Ага. Да и в любом случае, я отказался от одной силы, той, что позволяла подчинить стукеров. Какой смысл переживать о случившемся? Лучше хорошенько подумайте, чем займетесь в будущем. Горшок? Я доверяю его тебе. Внутри мои воспоминания. Посмотри, когда делать будет нечего. Воспоминания? Постой, ты куда это? Домой. В приюте сказали вернуться сегодня пораньше. Чего? Бред какой-то. Совесть имей, сопляк. Это все, что ты оставишь? Ну да. Я ведь просто пришел попрощаться. Да и хоть врежу разок, пока помнишь себя. Миссар, хватит. И да, напоследок, Бессмер. Если ты вновь психанешь и обратишься во фрукт или краба, удостоверься, что рядом будут друзья. А ну стоять! Наглец! Как ты можешь? Ты притащил Бесю в этот мир! Так будь с ним до самого конца! Вот знаешь что? Когда была маленькая, я научила его, как надо есть! И в туалет ходить научила, и говорить спасибо тоже! А что ты сделал для него за все это время? Эй, Мачи. Ничего. Я ничего не сделал. За Экси Курсет. Давай-ка я отвечу за Черныша. Он помог мне встретить много чудесных друзей. Очередной отчет. И, пожалуй, он будет последним. Он не более чем завещание для моего осколка. В самом начале я был никем. Разве что ощущал, что существую. И чувствовал, что вокруг есть много таких же, как я. Мы игрались, обмениваясь своими ощущениями. Мы растягивались, крутились, разносили себя повсюду и даровали смыслы, передавали чувства друг другу. И я получил немало таких посланий. Мы были вольны творить все, что заблагорассудится, и потому делали это вновь и вновь. Ничто для нас не было невозможным. Но вот прошло время, как бы не целая вечность. И тут-то я почувствовал скуку. Я не знал, откуда взялось это чувство. Не ведал, разделяют ли его мои собратья.
Если так подумать, то в то время я был чересчур жаден. Я мгновенно взялся сотворить что-то новое. Мне захотелось построить собственный рай. Мир, который станет меняться, развиваться сам собой. Я же бил по нему снегом и вызывал шторма. Мне нравилось смотреть, как разбегаются создания внизу. Я навесил на них кучу ограничений. У них были языки, а жизнь ограничена. Мне хотелось сотворить мир, противоположный своему родному. Хрупкая плоть быстро теряла движение. Мертвая, она источала противный запах и страшно преображалась. Но эти создания собирались вокруг павших. А я находил в этом нечто невероятно красивое. В какой-то момент мне захотелось стать одним из этих ничтожных созданий. Мне казалось, что прекратить существовать, познав среди них эмоции, будет приятно. И поэтому мне понадобился тот, кто сможет заправлять миром без меня. Тот, кто сумеет его сберечь. Поэтому я создал горшечников. Я попробовал помещать в их горшки разные сведения. Увы, созданием этого мира по природе не суждено жить долго. Поэтому и горшечники, подобно остальным, очень скоро умирали. Тогда-то я и создал одно совершенно особенное создание. Материю с самой крепкой плотью. Бессмера. Пусть моя вечность уже скоро закончится, я счастлив, что сумел исполнить желаемое. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Ты здесь, Черныш? С днем рождения, дорогой Сатору! Ты здесь? С днем рождения тебя! Спасибо, мне приятно. О, полсерии осталось. Черныш ушел, а мы остались в этом мире. Не верю, это ложь! Ничего, я не потолстела! Я стройная! Ура! Ты чего, Мачи? Я хотела завить чудесную прическу, а у меня получилось воронье гнездо. Боже, и всего-то. Ах ты! Не смей надо мной смеяться, Беся! Прости. Я не понял и половины из того, что пытался донести Черныш. Наверное, он хотел показать, что все однажды надоедает. И что нам никогда не получить всего, чего хотим. Прости, задержался. Мне точно где-то чего-то не хватает. Что? В смысле? Я про мускулы говорю. Как думаешь, каких еще не хватает? Я не пытаюсь сам себя успокоить. Но никаких плохих стукеров уже давненько не появлялось. Но с остальным мы как-нибудь разберемся. Первым делом нужно убедиться, что наши тела не проходной двор. И так просто мы их стукерам не отдадим. Чем бы вы ни занялись, счастливыми можете и не стать. Интересно, а что вообще есть счастье? Мне стало интересно это выяснить. Миссар, например, всегда ходил веселый. Мне бы следовало поучиться этому у него. Глядишь, станет подсказкой, как жить дальше. Чего, Бессмер? Неужели я кажусь тебе таким развеселым дядькой? Ну, как минимум, грустным не выглядишь. Ну так я все плохое оставил в Ренриле. Ты сейчас про принцессу Альму? Никакое несчастье с ее потерей не сравнится. Уж в этом я уверен. Ну, остальное нужно просто перетерпеть. Ура! Может, для разнообразия стоит пожить сегодняшним днем? Брось. Все веселье Миссары идет от выпивки и азартных игр. Это никакое несчастье, а пустая иллюзия. Хайро, а ты знаешь, что такое счастье? Вот оно! И что это за бумажка? Сертификат технолога хлебозавода! Понятия не имею, что это, но здорово. Поздравляю. Хайро сказал, что счастье это то, чего ты добиваешься своими стараниями. Мошка научилась простейшим словам. А помогли ей родители Юки.
Вообще, ее много кто учит новому. Благодаря этому я понял, что порой счастье приносит чужая помощь. Ну и что? Чем теперь займешься? Твоя работа с Чернышом ведь закончилась? Не хочешь начать что-нибудь новое? Если честно, пока не уверен. Я не думал ни о чем, кроме как оставаться собой. Понятно. Я, кстати, как раз хотел попросить. Если умру, пожалуйста, воскреси меня. Не надо, вечно ты меня балуешь. Не беспокойся обо мне, Кай. А я и не беспокоюсь. Я просто хочу сам решать, когда умру. Понятно. Мне постоянно указывают путь. Ребятушки, давайте сегодня стейки поедим в честь получения сертификата Хайра. Ты водить умеешь, Бон? Ну, конечно, сексуально выгляжу, скажи. У меня и права новенькие. А ты точно водить умеешь? Ну, если что, как-нибудь выкрутимся. Не впервые уже. Бессмер, не забывай про мою просьбу. Да. Пусть у нас есть не все, чего хотим. Зато предостаточно времени. И лучше наслаждаться теми радостями, что у меня есть сейчас. Блин, надо тогда все купить. Ой, ты уронил. О, спасибо. Часы не идут? Они антикварные, всегда такие были. Мне их на день рождения подарили. Специально для меня покупали. Ого, пошли. Спасибо вам, дяденька. Эй, ты чё там застрял? Бегом давай. Успокойтесь. Ребят, а у меня часы пошли. Ну здорово же. Мы прожили здесь 60 лет. Ой, ты заглянуть решил? Здесь же есть еще старики, что тебя помнят. Ой, блядь. 60 лет, блядь. Можешь зажечь начинается. благовоние и помолиться. Тут столько народу. Зайти лучше через главный вход. Прости, что столько хлопот с нами. И оденься попроще, ладно? Айко, твоя семья всегда обо мне заботилась. Спасибо вам. И спасибо ему, что так долго со мной оставался. Если бы брат услышал, был бы на 7-м небе от счастья. Сегодня мы провожаем в последний путь известного исследователя стукеров Юки Аоки. Церемония проходит в похоронном доме Минамото. Попрощаться с Аоки пришло немало известных людей. Крем для тела, который он изобрел в юности, стал популярен за счет того, что не позволял стукерам попадать в организм. И пусть сейчас в моду вошли микрочипы Кайбары Кибернетикс, профессор Аоки не теряет своей славы и остается человеком, что дал нам надежду на сосуществование со стукерами. Я смогла прожить достойную жизнь лишь благодаря ему. И не могу не сказать спасибо. Быстро же время летит. Определенно. Тут теперь так одиноко. Айка сказала, что я могу тут жить сколько захочу, хотя по бумагам я считаюсь мертвым. Пожалуй, лучше поискать себе новый дом. А ты где хочешь жить? Поедем, куда пожелаешь. Рано еще уходить, Беся. Ну да, прости. Ты ведь знаешь, какая я милая и жизнерадостная. И мне везде будет хорошо, пока я не унываю. Мачи везде будет мачи. Конечно. Спасибо, Беся. Старость ёбаная. Как тебе тут живется? Смогла исполнить свою мечту? Ты про то, что я хотела стать мамой? Никто так и не взял тебя в жены? Какой же ты гад! Бестолочь! Ну, прости! Я, между прочим, магнит для мужчин. Просто все они проходимцы какие-то. Ну да, конечно, виноват. Мне нравится, что ты не забываешь о своей мечте, Мачи. И не надейся, что я тебя сейчас прощу! Ай, ну больно же. Тихо там. Вставайте, нам уже пора. Угу. Чё за бред, Пойдём? блядь?
Это что за старость, блядь? Озвучено проектом Анилиберти в Блядь, 2025 году для ну бесплатного нахуй, домашнего блядь. ознакомительного просмотра. Спасибо, что выбираете нас. Нихуя непонятно, чем закончилось-то, блядь. Эти-то хули живые, блядь. Это что? Блять, такое ощущение, что они, сука, еще 4-й сезон сделают. Типа, блять, нахуй, блять, нахуй, не раскрыто, нахуй. 4-й сезон. Сезон находится под вопросом, так как официальные студии не подтвердили разработку. Манги осталось достаточно материала в части финальная арка будущего для экранизации продолжения. Понятно, блядь. Будет еще, короче, фильм, который они нахуй не сделали, непонятно будут делать, блядь. Вот суки ебаные, чё за хуйня, блядь? Где концовка нормальная? Чё это, блядь, матчи нахуй старость ебаная, усатая, а эти живые, блядь, чё за хуйня? Говно ебаное, блядь. Заскамили опять. Все, короче, ой. Все, посмотрели, блядь, Олег, все нахуй. Блядь, победили сериал. Я его там 2 года еще этот первый сезон, второй сезон смотрел, потом... А что, это третий, да, получается, блядь. Пиздос ебаный. Все нахуй, я закрываюсь, блядь. Пока-пока.